Хорошо, добро пожаловать обратно в веб-программирование на Python и JavaScript. Итак, в прошлый раз мы рассмотрели совершенно новый веб-фреймворк, написанный на Python, который называется Django. И то, что Django позволил нам сделать, это создавать динамические веб-приложения. Приложения, в которых у нас теперь была возможность не просто отображать один и тот же HTML и C для пользователя каждый раз, но и динамически генерировать HTML, чтобы пользователи могли взаимодействовать со страницей, которая была немного более динамичной. Делать такие вещи, как рендеринг объектов на странице, только в том случае, если выполняется определенное условие. Или перебирать список значений и отображать по одному HTML-элементу для каждого из этих возможных значений. Но где Django становится особенно мощным, а наше веб-приложение, безусловно, становится намного интереснее, так это когда мы начинаем углубляться в мир данных и пытаемся создать веб-приложения, которые хранят данные внутри базы данных. И для этого мы сегодня представим пару тем. В частности, мы собираемся познакомить вас с идеей SQL, моделями и миграциями. SQL — это язык баз данных, который мы можем использовать для взаимодействия с базами данных, а Django позволит нам иметь слой абстракции поверх SQL. Взаимодействовать не путем написания прямых SQL-запросов, а путем взаимодействия с классами и объектами Python, которые мы будем называть моделями. Миграция станет методом, который позволит нам обновлять нашу базу данных в ответ на изменения, которые мы вносим в наши базовые модели. Поэтому, прежде чем мы перейдем к вещам более специфичным для Django, давайте начнем с обсуждения SQL в более общем плане. И в более широком смысле просто обсуждения данных и типов данных, которые мы собираемся хранить. И теперь есть несколько способов, которыми мы могли бы попытаться хранить данные внутри компьютерной системы, но часто в базах данных. В частности, в базе данных, известной как реляционная база данных. Мы собираемся хранить данные внутри таблицы, где в каждой таблице будут строки и столбцы. Так что ради сегодняшнего дня мы представим, что начинаем создавать базу данных и веб-приложения, которые могла бы использовать авиакомпания. Например, для отслеживания различных рейсов этой авиакомпании и отслеживания того, какие пассажиры находятся на этих рейсах. Итак, у нас здесь есть примерная таблица, например, того, как вы могли бы представить целую кучу данных, связанных с рейсами. Здесь у меня есть 3 столбца для 3 фрагментов информации, которые я, возможно, захочу отслеживать для любого конкретного рейса. Для любого конкретного рейса я мог бы захотеть знать происхождение этого рейса, из какого города он вылетает, пункт назначения, в какой город он прибывает, и его продолжительность, некоторое значение в минутах того, сколько времени займет полет, чтобы добраться от места отправления до места назначения. Таким образом, каждая из этих колонок представляет собой одно поле, которое я, возможно, захочу отслеживать в своих данных. А каждая строка тем временем будет представлять отдельный рейс. Так вот, например, одна строка представляет один рейс из Нью-Йорка в Лондон, и этот рейс просто так получилось, что он занимает 415 минут. И поэтому то, что SQL позволит нам сделать, это будет база данных на языке, предназначенном для взаимодействия с системами управления реляционными базами данных. Базы данных, которые организуют данные в таблице, где в каждой таблице есть строки и столбцы. И оказывается, существует множество различных систем управления базами данных, которые реализуют части стандарта SQL этого типа языка. Одними из наиболее популярных являются MySQL, PostgreSQL и Sqlite, но определенно есть и другие. И у каждого из них есть различные функции и разные варианты использования, где некоторые могут быть более подходящими. MySQL и PostgreSQL, иначе известные как просто Postgres, являются, так сказать, более тяжелыми системами управления базами данных. Они, как правило, работают на серверах в других местах, где многие крупные компании будут использовать подобные серверы для хранения данных и представления своих данных в своего рода отдельной базе данных, где. Идея этого заключается в том, что вы можете захотеть, чтобы ваше веб-приложение работало на одном сервере, но вы можете захотеть, чтобы ваша база данных работала как совершенно отдельный процесс. Так что они могут вести себя независимо, вы можете отлаживать и тестировать их независимо, и если один выйдет из строя, другой тоже не выйдет из строя. Sqlite — это немного более простая и облегченная реализация стандарта SQL. И что Sqlite собирается делать, это вместо того, чтобы быть целым сервером, который будет прослушивать запросы и получать ответы. Sqlite просто будет хранить все свои данные в виде одного файла. Итак, мы собираемся хранить SQL данные внутри файла Sqlite, и это немного упростит нам задачу, так как мы только начинаем писать запросы. Добавлять что-то в нашу базу данных и извлекать что-то из нашей базы данных. Но знай, что многие из тех же типов синтаксиса SQL, которые мы увидим в Sqlite, который используется Django по умолчанию, также могут быть применены к другим языкам и другим системам управления базами данных. Так как мы начинаем хранить данные внутри базы данных SQL, в конечном счете у каждого из этих фрагментов данных есть свой тип. Точно так же, как в Python у нас есть типы для различных типов данных, у нас есть целые числа, у нас есть строки, у нас есть списки, картежи и так далее. В SQL тоже есть типы, которые представляют различные категории информации, которую вы, возможно, захотите хранить внутри базы данных. И каждая система управления базами данных имеет свой собственный набор типов. У Sqlite, например, есть довольно короткий список основных типов, которые она поддерживает. Она поддерживает текст точно так
так же, как строки текста, например. Что-то вроде названия города, например, может быть сохранено в виде текста. У нас есть поддержка целых чисел, которые равны всего 0, 1, 2, 3, 4 плюс отрицательные числа. Отрицательный 1, отрицательный 2, отрицательный 3 и так далее. У нас есть поддержка действительных чисел, где действительные числа не обязательно должны быть просто целыми числами, они могут содержать что-то после десятичной точки. Что-то вроде 2,8 или что-то еще, в чем может быть десятичная дробь. А затем числовые — это еще одна категория данных, которая в более общем виде представляет собой какое-то число, которое может быть похоже на данные. Поэтому, например, что-то вроде логического значения или даты может храниться с использованием этого числового типа. Там, где на самом деле это не целое или действительное число, хотя вы могли бы представить его так, это другой числовой тип данных. И, наконец, блаб, который расшифровывается как двоичный большой объект. Это любой другой тип двоичных данных. Просто нули и единицы, которые вы, возможно, захотите сохранить внутри своей базы данных. Так что, например, если вы храните файлы, возможно, это аудиофайлы, изображения или другие типы файлов, которые вы хотите отслеживать внутри своей базы данных. Вы можете хранить только чистые двоичные данные внутри базы данных SQL. Так что сейчас это основные типы поддержки SQLite, но в других системах управления базами данных есть и другие типы, которые они поддерживают. У MySQL, к примеру, у вас всех гораздо более длинный список других типов, которые он поддерживает. В дополнение к простой поддержке типа текста для текста произвольной длины, у MySQL также есть тип, называемый char, который принимает аргумент размера. За то, что я сказал, что мне нужны данные размером примерно в символы, которые мы собираемся хранить внутри базы данных. И ты можешь себе представить, что это может быть выгодно в ситуациях, когда ты знаешь, что твои данные будут содержать определенное количество символов. Так что если ты хранишь почтовый индекс, например, в Соединенных Штатах, почтовый индекс в Соединенных Штатах может состоять всего из 5 символов. И поэтому вы можете выделить пространство длиной в 5 символов для хранения каждого отдельного почтового индекса внутри таблицы вашей базы данных. Так что ради эффективности, если вы знаете максимальную длину и можете зафиксировать эту длину в своей базе данных, это может быть эффективным выбором. Varchar аналогичного размера, а это символ переменной длины. Если что-то не будет состоять точно из определенного количества символов, но возможно до определенного количества символов, ты можешь использовать varchar, чтобы сказать. Может быть, иногда это будет меньше символов, но это может зависеть от размера, количества персонажей. И там тоже есть компромиссы. Тогда существуют различные типы целых чисел. Существует не только один целочисленный тип, но и small int и int и bigint, каждый из которых использует разное количество байт для хранения целочисленных данных. Так что если ты хочешь хранить гораздо большие или гораздо меньшие числа, тебе может понадобиться более крупный шрифт, например, int или bigint. Но если твои числа будут довольно маленькими, может быть, тебя устроит просто small int. И точно так же существуют аналогичные типы компромиссов для чисел с плавающей запятой, где, как и в таких языках программирования, как C, если вы знакомы, есть как тип float, так и тип double, где double использует больше байт памяти для хранения информации. Здесь тоже есть float и double, которые позволяют нам хранить числа с плавающей запятой. Числа, которые могут быть реальными числовыми значениями, где удвоение просто позволяет нам выразить число с немного большей точностью, чем могло бы быть число с плавающей запятой. Есть и много других типов, но общая идея заключается в том, что здесь даже в SQL, так же как и в таком языке, как Python, у нас есть типы для каждого из этих различных видов данных. Теперь, когда мы понимаем, что у каждого типа данных есть свои типы, мы хотели бы иметь возможность внутри базы данных фактически создать таблицу. И есть различные команды SQL, которые мы можем запускать в нашей базе данных для выполнения различных операций. И первое, что мы, возможно, захотим выполнить, это команда, которая просто создаст таблицу, например. Так как же мы можем это сделать? Ну, оказывается, синтаксис для создания таблицы будет выглядеть примерно так. Вот этот синтаксис мы бы использовали для создания таблицы в SQLite, например, для представления рейсов. Поэтому мы начинаем с ключевого слова createTable, чтобы сказать, что я хотел бы создать новую таблицу внутри этой базы данных. Далее я даю название таблицы. У каждой таблицы есть имя просто для удобства использования. А здесь название и таблица — это просто слово рейсы. Далее в скобках следует разделенный запятыми список всех столбцов, которые должны присутствовать в таблице. Я пока не добавляю никаких данных в таблицу. Запрос на создание таблицы просто определит структуру таблицы. Что это за столбцы и каковы их типы. И вот здесь мы видим, что в начале каждого из этих предложений, разделенных запятыми, у нас есть название столбца. Итак, у нас есть столбец ID, потому что, хотя мы этого раньше не видели, часто в SQL бывает полезно иметь какой-то способ уникальной ссылки на определенный элемент внутри таблицы. Может быть, есть несколько рейсов, которые отправляются, например, из Нью-Йорка в Лондон, и я хочу каким-то образом провести различия между ними. И один простой способ — дать каждой отдельной записи внутри таблицы уникальный идентификатор или уникальный идентификатор, представленный здесь этим столбцом идентификатора. И это будет способом убедиться, что мы всегда сможем получить уникальный доступ к определенному рейсу. Итак, у нас есть столбец идентификатора, столбец отправления, столбец назначения и столбец продолжительности. У каждого из этих столбцов есть свой тип. Итак, типы здесь идентификатор — это целое число. Это просто будет какое-то число, представляющее рейс, считая один
1, 2, 3, 4 и так далее, и так далее. Пункт отправления и пункт назначения мы обозначим здесь текстом. Хотя ты увидишь, что если бы мы использовали мой SQL, я мог бы сделать эти символы переменной длины, которые могли бы содержать до определенного количества символов. Если я знаю, что вероятно не будет города, длина которого превышает определенное количество символов, например, тогда у меня есть длительность, которая здесь является целым числом. Некоторое количество минут – это то, сколько времени потребуется этому рейсу, чтобы добраться от места отправления до пункта назначения. После типов для каждой из колонок у меня есть дополнительные ограничения, которые я мог бы добавить и к столбцам. Итак, целочисленный первичный ключ. Первичный ключ здесь означает, что идентификатор будет основным способом, с помощью которого я однозначно идентифицирую рейс. Здесь будут некоторые оптимизации, чтобы очень быстро найти рейс по его идентификатору. Null – это ограничение, которое я могу наложить на столбцы, чтобы иметь возможность сказать: я не хочу, чтобы этот конкретный столбец когда-либо был пустым. Я не хочу, чтобы когда-нибудь был рейс, у которого нет места отправления, пункта назначения или продолжительности. Таким образом, я могу добавить ограничение к определенному столбцу, чтобы сказать, что столбцы источник, пункт назначения, продолжительность не должны быть нулевыми. Я хочу, чтобы всегда было начало, пункт назначения и продолжительность. Наконец-то это автоинкремент после первичного ключа. Это сигнал в SQL для автоматического обновления идентификатора каждый раз, когда я добавляю новую строку в таблицу. Так что если я добавлю новый рейс, я могу указать отправление, пункт назначения и продолжительность рейса. Но мне не нужно беспокоиться о том, чтобы предоставить ему идентификатор. SQL автоматически справится с этим за меня, автоматически присваивая этой новой строке в этой таблице следующий доступный идентификационный номер. Вот как мы создаем таблицу, указывая имя таблицы, каждый из столбцов, типы для каждого из этих столбцов, а затем любые ограничения, которые мы хотели бы наложить на столбцы. Существует множество различных типов ограничений, которые я могу добавить в ту или иную колонку. Not null – это то, что мы уже видели раньше. Ты можешь добавить значение по умолчанию, которое просто добавляет значение по умолчанию в ту или иную колонку. Первичный ключ мы уже видели. Unique гарантирует, что каждое значение будет уникальным. Так что если вы не хотите, чтобы одно и то же значение появлялось дважды для определенного столбца, вы можете добавить ограничение уникальности к определенному столбцу, чтобы обеспечить его соблюдение. Проверку можно использовать для того, чтобы убедиться, что значение соответствует определенному условию. Например, число попадает в определенный диапазон. Если у вас есть рейтинги фильмов, например, и вы храните рейтинги фильмов в базе данных, вы могли бы позаботиться о том, чтобы эти рейтинги находились в диапазоне от 1 до 5 или от 1 до 10, или в любом другом диапазоне, который вы считаете допустимым для базы данных. Таким образом, с помощью ограничений ты можешь начать гарантировать, что при добавлении данных в таблицу эти данные будут в некотором роде достоверны, что она должна подчиняться определенным ограничениям, иначе если ты попытаешься добавить ее в таблицу, она вообще не будет принята. И это приводит к естественному следующему вопросу, который заключается в том, что теперь у меня есть все эти различные таблицы, которые я могу создавать с помощью этих команд create table. Но как мне на самом деле добавлять данные в эти таблицы? Мы собираемся сделать это с помощью команды insert, где мы собираемся вставить данные в таблицу SQL. Так как же может выглядеть эта команда? Обычно команда будет выглядеть так. Мы собираемся сказать вставить v, чтобы сказать, что я хотел бы добавить новую строку в таблицу. После этого мы указываем название таблицы. Чтобы сказать что-то вроде рейс, я хотел бы добавить новую строку в таблицу рейсов. И после названия таблицы нам нужно предоставить в скобках разделенный запятыми список всех имен столбцов, для которых мы собираемся предоставить значение. Итак, здесь я сказал, что хочу предоставить значение для начала, пункта назначения и продолжительности этого рейса. Обратите внимание, что я опускаю колонку идентификатора. Мне не нужно беспокоиться о добавлении значения для идентификатора, потому что я сказал, что идентификатор должен автоматически увеличиваться. Так что он автоматически выдаст следующий доступный идентификатор. А какие значения я собираюсь предоставить? Ну, после слова значения я предоставляю опять же в скобках разделенный запятыми список всех значений, которые должны быть связаны с этими столбцами в том же порядке. Так что Origin был здесь первым. Так что Origin будет соответствовать Нью-Йорку. Пункт назначения будет соответствовать Лондону. Продолжительность будет соответствовать 415 часам. Поэтому в этом запросе давайте я возьму таблицу рейсов, которую я уже создал, и добавлю в эту таблицу некоторые данные. Так что вы можете использовать эти запросы вставки, как только у вас будет таблица, чтобы иметь возможность добавлять новые строки данных в эту таблицу. Каждый раз, когда у авиакомпании появляется новый рейс, авиакомпания может негласно запускать команду «Вставить в рейсы», которая берет данные об этом рейсе и добавляет их в таблицу. Но, конечно, как только мы добавили данные в таблицу, в идеале нам бы хотелось каким-то образом получить данные из этой таблицы. Как только мы сохранили данные внутри нашей базы данных, мы хотим получить и эти данные тоже. Для этого мы собираемся использовать особый тип запроса, называемый запросом выбора. Что собирается сделать Select, так это взять уже существующую таблицу и позволить нам извлечь данные из этой таблицы. Он не собирается изменять имеющиеся там данные, он просто извлечет данные, которые могут быть внутри конкретной таблицы. Так как же выглядят эти запросы? Ну, самый простой запрос может выглядеть примерно так. Выберите
Из рейсов. Выбрать из рейсов означает, что я хочу выбрать данные из таблицы рейсов. А это подстановочный знак, который здесь просто означает выбрать все возможные столбцы, которые вы можете. Так что если это моя таблица рейсов, где у каждого рейса есть идентификатор отправления, пункт назначения и продолжительность, тогда выберите из рейсов, чтобы выбрать все эти данные. Все строки и все столбцы вернутся ко мне, когда я выполню такой запрос. Теперь возможно, что когда я выполняю эти запросы, когда я получаю доступ к данным, на самом деле меня не волнуют все эти столбцы. Особенно если у меня есть таблица с большим количеством столбцов, чем просто это. Может быть, меня волнуют только конкретные колонки. И было бы расточительно запрашивать базу данных с просьбой вернуть мне гораздо больше данных, чем мне на самом деле нужно. Так что вместо этого я мог бы выполнить запрос вот так. Выберите вместо. Я говорю выбрать пункт назначения через запятую из рейсов. Так что я снова выбираю из таблицы рейсов. Выбор всех строк по-прежнему, но разница в том, что вместо выбора, что означает выбор всех столбцов, присутствующих в таблице. Выбор исходного пункта назначения через запятую означает, что я собираюсь выбрать только эти два столбца, исходный столбец и столбец назначения. Здесь синим цветом выделены данные, которые были бы возвращены, если бы кто-то выполнил этот конкретный SQL-запрос. Особенно сейчас, когда таблицы начинают увеличиваться и в них становится все больше и больше строк. Здесь у меня всего 6 строк. Но вы можете представить себе таблицу с тысячами или даже миллионами строк внутри нее, вы, вероятно, не захотите возвращать каждую строку каждый раз. Так что точно так же, как ты можешь ограничить, какие столбцы возвращаются к тебе, точно так же ты тоже можешь ограничить, какие строки возвращаются к тебе при выполнении запроса. Так что я мог бы сказать что-то вроде select from рейсы, где ID равно 3. Опять же, это читается очень по-английски. Я говорю, что выберите все столбцы из таблицы рейсов, но не все строки. Я хочу выбрать только те строки, где это ключевое слово SQL, где ID равно 3. Идентификатор — это название столбца, 3 значения, и он собирается просмотреть эту таблицу, только найдите мне рейсы, где идентификатор равен 3. И я просто верну эту одну строку в результате. Он находит строку с идентификатором 3 и возвращает ее мне. Если вместо этого я скажу выбрать из рейсов, где происхождение равно Нью-Йорк, я увижу, что мне нужно фильтровать не только по первичному ключу-идентификатору. Я также могу фильтровать по любому другому столбцу. Я могу сказать, назови мне все рейсы, откуда вылетает Нью-Йорк. Значит, все рейсы, вылетающие из Нью-Йорка. Ты можешь себе представить, что, например, в аэропорту Нью-Йорка им, скорее всего, нужен какой-то запрос, который позволит найти все рейсы, вылетающие из Нью-Йорка, чтобы они могли отображать на экране все отправления из этого конкретного аэропорта. Значит, ты мог бы выполнить такой запрос и получить обратно только те строки в этой базе данных, внутри этой таблицы, которые произошли, например, из Нью-Йорка. Так что давай продолжим и посмотрим, как мы могли бы на самом деле выполнять некоторые из этих запросов внутри базы данных SQL. Итак, для того, чтобы создать базу данных Sklide, которая на самом деле представляет собой просто файл, я могу начать просто с создания файла. Оказывается, в терминале есть команда под названием touch, которая создаст для меня совершенно новый файл. Поэтому я собираюсь создать файл под названием flights SQL. Это будет файл базы данных Sklide, в котором по умолчанию ничего нет. Но тогда, предполагая, что у вас установлен Sklide, я могу запустить Sklide 3, за которым следует меньше, чем URL больше, чем SQL, и теперь я нахожусь внутри командной строки Sklide. Теперь я могу начать писать команды, которые будут выполняться в этой базе данных SQL. Так что одна вещь, которую я мог бы сделать, это создать таблицу под названием рейсы. В этой таблице я хочу, чтобы столбец ID представлял собой целое число. Это должен быть первичный ключ, основной способ, с помощью которого я идентифицирую рейс. Я бы хотел его автоинкрементировать. Я бы также хотел, чтобы таблица рейсов имела начало координат, которое будет представлять собой текстовое поле, не являющееся нулевым. Я добавлю поле назначения, также текстовое поле, не являющееся нулевым. И, наконец, я добавлю поле продолжительности, представляющее собой целое число, которое также не должно быть нулевым. Я закончу заключительными скобками и точкой с запятой, нажму Return, и это выполнит эту команду в моей базе данных. Теперь я создал таблицу под названием рейсы. Чтобы проверить это в Sklide, в командной строке я могу ввести tables, и это покажет мне все таблицы, которые в настоящее время существуют в моей базе данных. Так получилось, что у меня есть таблица под названием рейсы. Конечно, внутри этой таблицы нет ничего, что я мог бы проверить, выполнив команду «Выбрать» из рейсов, то есть получить все данные из таблицы рейсов. Если я нажму кнопку «Возврат», ничего не произойдет. Я ничего не вижу. Здесь нет никаких данных. Но теперь я мог бы сказать что-то вроде «вставить в полеты». Тогда я приведу в скобках название колонок. А на слайде мгновение назад я показал это в нескольких строках. Это было просто для наглядности. Эти команды могут быть полностью в одной строке, если мы захотим. Так что я могу указать источник, пункт назначения и продолжительность, а затем указать значение. Я могу сказать, давайте добавим Нью-Йорк к Лондону,
и я бы хотел, чтобы этот рейс длился 415 минут. Поэтому я набираю команду, нажимаю «Возврат». Это добавляет новую строку в мою таблицу рейсов. Я могу проверить это, выполнив команду «Выбрать» из рейсов. И я вижу, что теперь у меня есть эта таблица, идентификатор которой равен единице. Это столбец идентификаторов из Нью-Йорка в Лондон продолжительностью 415 минут. Я мог бы делать это снова и снова. Я заранее подготовил пару запросов на вставку, просто чтобы дать нам немного больше данных. Каждый из них — это просто другой запрос на вставку, который добавит один новый рейс в нашу базу данных. Так что я пойду дальше и скопирую их, а затем в базу данных я продолжу и вставлю все эти команды вставки, чтобы вставить целую кучу рейсов в эту базу данных. Теперь, если я выберу из рейсов, то получу все рейсы. Это отформатировано не особенно красиво. В Sklide есть несколько дополнительных хитростей, если вы хотите отформатировать его немного лучше. Так что я могу сказать, переводи это в режим столбцов, и это даст мне несколько заголовков. Так что, заголовки да. А теперь, если я выберу из рейсов, данные будут организованы немного более красиво, где все действительно разбито на столбцы, и для каждой строки есть заголовки. Где я могу видеть, что у меня есть своего рода текстовое представление того, что я отображал графически мгновение назад. Внутри моей таблицы рейсов у меня есть 4 столбца: столбец идентификатора, пункт отправления, пункт назначения и продолжительность. Каждый рейс — это всего лишь одна из строк внутри этой таблицы. Теперь я могу начать выполнять дополнительные запросы выбора. Если я захочу сделать что-то вроде выбора из рейсов, где происхождение равно Нью-Йорк, что же, тогда вместо того, чтобы возвращать все рейсы, я верну только те рейсы, где происхождение Нью-Йорк. Таким образом, я могу очень быстро отфильтровать эти данные, получая только ту информацию, на которую мне действительно интересно взглянуть. Есть и другие способы взаимодействия с Sklide, но это подсказка Sklide. Это очень прямой способ очень быстро написать запрос и увидеть результаты этого запроса. Оказывается, есть и другие типы запросов, которые мы можем выполнять. Так что мы рассмотрим некоторые другие. Нам не нужно просто говорить, где что-то равно чему-то другому. Разрешены и другие типы логических выражений. Так что я мог бы сказать что-то вроде select умножить на из рейсов, продолжительность которых превышает 500. Идея здесь в том, что давайте посмотрим на колонку продолжительности. Это целое число, так что мы можем делать арифметические выражения для этих значений. Я могу взять значение и посмотреть, больше оно 500 или нет. Когда я это делаю, я получаю обратно все строки, длительность которых превышает 500. Я могу начать запрашивать не только о том, равно ли одно значение другому значению, но и о других типах сравнений. Так же, как в Python, когда у нас были логические выражения в Python, я мог объединить несколько логических выражений вместе, используя такие слова, как и или. В SQL тоже есть вещи того же типа в собственном синтаксисе запросов. Я мог бы сказать что-то вроде select из рейсов, продолжительность которых превышает 500, а пункт назначения равно Париж. Как ты мог бы логически догадаться, это означает, что достань мне все рейсы, которые отправляются в Париж и которые занимают больше 500 минут. Оказывается, в этой таблице есть только одна такая строка, которая удовлетворяет обоим этим ограничениям. Конечно, вместо того, чтобы использовать и я мог бы также использовать или чтобы получить другой запрос, где теперь я ищу все рейсы продолжительностью более 500 минут или пункт назначения Париж. Так что до тех пор, пока выполняется любое из этих условий, я буду получать результаты. Так что я получаю в ответ несколько строк, где пункт назначения Париж, несколько строк, где пункт назначения не Париж, но продолжительность составляет более 500 минут. И, конечно, любая строка, которая удовлетворяет обоим этим ограничениям. В частности, с бортовым номером 2. Это тоже результат, когда я выполняю этот конкретный запрос в этой таблице. Есть и другие типы запросов, которые я могу выполнять в дополнение к этому. Так что я могу сказать что-то вроде «выберите» из рейсов, где начало координат указано в, и затем в скобках, в Нью-Йорке, запятая Лима. Чтобы сказать, проверьте, находится ли начало координат в этой последовательности возможных значений. Последовательность Нью-Йорка и Лимы, если это одно из этих двух, то я хочу, чтобы результаты вернулись. Тогда у тебя будут задние ряды, родом из Нью-Йорка, а также ряды, родом из Лимы. Таким образом, ты можешь начать создавать более сложные запросы, которые способны проверять, находится ли источник в списке возможных значений, или даже соответствует ли он определенному шаблону. Возможно, ты знаешь, что один из столбцов выглядит определенным образом или отформатирован в соответствии с определенной структурой, но ты точно не знаешь, каково его значение. Я мог бы выполнить запрос типа «выбрать из рейсов, где происхождение не равно, но где происхождение похоже», и затем в кавычках у меня есть немного странное выражение «a». Этот процент обозначает подстановочную карту. И на этот раз Джокер-карта смотрит на значение определенного столбца. В данном случае значение исходного столбца, то есть процент, означает 0 или более символов, независимо от того, что это за символы. Мы ищем некоторое количество символов, может быть 0, может быть больше, за которым следует буква А, за которой следует какое-то другое количество символов,
может быть 0, может быть больше. И в конечном счете, что этот запрос собирается сделать, это заглянуть внутрь таблицы рейсов и вернуть мне все результаты, где есть начало координат. Пока в исходном столбце есть буква А, не имеет значения, есть ли символы перед ней или после нее. Все возвращаемые строки будут теми строками, в которых просто так получилось, что в них есть буква А. Так много способов, которыми мы можем начать выполнять запросы выбора. И есть даже дополнительные функции, которые вы также можете добавить в свои запросы выбора. Если вместо того, чтобы просто выбирать значения столбцов, я хочу вычислить среднюю продолжительность рейсов определенной категории. Или я хочу посчитать, сколько рейсов вылетает из Нью-Йорка, или я хочу найти самый длинный рейс, который идет в Лондон, или самый короткий рейс, который идет в Лондон, или я хочу сложить все продолжительности для целой кучи рейсов. Может быть, есть рейсы, которые связаны друг с другом, и я хочу сложить общее время в пути, которое может потребоваться. В SQL есть ряд встроенных функций, которые позволяют нам также выполнять такого рода вычисления. Так что мы сейчас рассмотрели пару различных SQL команд. Мы взглянули на Create Table, которая позволяет нам создать новую таблицу. Вставка, которая позволяет нам добавлять данные в таблицу. Выбор, который позволяет нам брать данные внутри таблицы и извлекать их. Но, конечно, часто, когда мы имеем дело с базами данных, данные не просто добавляются. Данные каким-то образом изменяются. Поэтому нам также нужен какой-то способ обновления данных после того, как они уже находятся в нашей базе данных. Для этого есть еще один запрос, который представляет собой команду обновления, которую мы можем выполнить в нашей базе данных. И эта команда выглядит примерно так. Снова отображается в нескольких строках, но вы могли бы поместить это полностью только в одну строку. SQL на самом деле все равно, добавляете ли вы разрывы строк. Он просто знает, что когда он видит точку с запятой в конце команды, это конец этой конкретной команды. Но здесь я сказал, что использовал ключевое слово update, чтобы сказать, что я хотел бы обновить таблицу. Какую таблицу я хотел бы обновить? Я бы хотел обновить таблицу рейсов. Что бы я хотел сделать? Ну, я бы хотел установить продолжительность равной 430. Так что, каким бы ни было значение продолжительности прямо сейчас, измените его на 430. Но, конечно, я не хочу менять его на 430 для каждого отдельного рейса. Точно так же, как в предложении select, я мог бы сказать, где что-то равно что-то или где, а затем в каком-нибудь другом предложении указать, откуда я хочу выбирать строки. Аналогично в отношении обновления я могу сказать, что установите продолжительность равной 430 там, где выполняется конкретное условие. Так что здесь я собираюсь просмотреть таблицу рейсов, найти себе все рейсы, где отправлением является Нью-Йорк, а пунктом назначения Лондон. Для этих строк я собираюсь обновить значение столбца продолжительность, установив столбец продолжительность равным 430. Так что, используя этот синтаксис, я могу брать данные и обновлять их, меняя одно значение на другое, точно определяя, какую строку или строки я хотел бы изменить. Если я хочу изменить только одну строку, я мог бы сделать обновление, установив длительность равно что-то, где ID равно конкретный идентификатор, чтобы иметь возможность точно определить один идентификатор, а затем взять эту строку и внести в нее некоторые изменения. В дополнение к вставке данных, выбору данных и обновлению данных, последняя главная команда, которой мы займемся, это возможность удаления данных. Возможность взять строку и сказать: я бы хотел от нее избавиться. Или взять несколько строк и избавиться от них. И поэтому команда типа удалить из рейсов, где пункт назначения равно Токио. Как вы можете себе представить, удаляет из таблицы рейсов все строки, удовлетворяющие этому условию, где пункт назначения равен Токио. Теперь у нас есть возможность провести целый ряд различных операций. Возможность удаления из определенной таблицы, где условие истина, возможность обновления таблицы на основе определенных условий, возможность выбора данных из таблицы, а также вставки данных в таблицу. Есть еще пара предложений, которые можно использовать и для добавления SQL-запросов. Просто для добавления дополнительной функциональности. Если я не хочу, чтобы все строки возвращались из конкретного SQL-запроса, я могу ограничить количество возвращаемых результатов. Так что обычно выбор из рейсов дает мне все рейсы внутри таблицы. Но я мог бы сказать выбрать из рейсов, ограничившись 5, просто сказав, что я хочу получить только 5 результатов из этой таблицы. Порядок PO позволяет мне решать, как упорядочить результаты внутри результатов для возврата. Так что я могу сказать выбрать из рейсов, заказать по пункту назначения или заказать по продолжительности, чтобы получить все рейсы в порядке их продолжительности. Грубо позволяет мне сгруппировать целую кучу строк вместе. Так что если бы я хотел сгруппировать все рейсы по их происхождению, чтобы я мог получить все рейсы, вылетающие из Нью-Йорка, и все рейсы, вылетающие из Лондона и так далее, я мог бы сделать что-то вроде выбора из группы рейсов по происхождению, чтобы также сгруппировать рейсы по их происхождению. Наличие — это ограничение, которое я могу наложить на группу by, чтобы сказать, что я хотел бы выбрать все рейсы, сгруппировав их по происхождению, но их должно быть не менее 3.
Это значит, что должно быть как минимум 3 рейса, вылетающих из этого конкретного города. Что касается всех этих конкретных предложений, то это полезно знать, если вы собираетесь напрямую писать SQL. Мы не будем здесь слишком сильно беспокоиться о них, в частности потому, что довольно скоро мы не будем писать SQL сами. Мы будем просто писать код на Python, а Django будет под капотом манипулировать базой данных и создавать команды SQL, которые он будет выполнять в базовой базе данных. Итак, мы увидим, что на самом деле нам не нужно беспокоиться о написании конкретного синтаксиса. Но Django справится со многим из этого за нас. Так что теперь у нас есть таблица рейсов, таблица, которая отслеживает все рейсы, которые у нас есть, упорядочивая их по идентификатору, месту отправления, месту назначения и продолжительности. Но часто, когда мы имеем дело с данными, особенно в большой базе данных, у нас есть не только одна таблица данных. У нас есть несколько таблиц данных. И эти несколько таблиц могут каким-то образом быть связаны друг с другом. Давай рассмотрим пример того, как это может произойти. Мы собираемся вести концепцию, которая будет называться внешними ключами, и мы увидим, что это значит буквально через мгновение. Итак, вот снова наша таблица рейсов. В таблице рейсов есть 4 столбца: идентификатор отправления, пункт назначения и продолжительность. Но, конечно, в Нью-Йорке есть несколько аэропортов. И поэтому, возможно, для меня не имеет смысла просто обозначать каждое место отправления или каждый пункт назначения просто названием города. Может быть, я также захочу дать трехбуквенный код аэропорта, соответствующий аэропорту, который я имею в виду в данном случае. Так как же мне закодировать в этой таблице не только происхождение, но и код аэропорта этого города? И не только для пункта назначения названия города, но и код аэропорта для этого аэропорта? Ну, я мог бы просто добавить еще несколько колонок. Я мог бы сказать что-то вроде: хорошо, теперь у нас есть эта таблица, в которой есть идентификатор, источник, код источника, пункт назначения, код назначения и продолжительность. Но здесь и сейчас таблица начинает становиться довольно широкой. Здесь много столбцов, и в частности есть некоторые дублирующиеся данные. Париж ассоциируется именно с этим трехбуквенным кодом, и то же самое относится к Нью-Йорку и другим аэропортам. В структуре этих данных есть некоторая путаница. Часто по мере того, как мы начинаем работать с данными во все больших и больших наборах со все большим количеством столбцов, нам хочется нормализовать эти данные, разделив их на несколько разных таблиц, которые просто каким-то образом ссылаются друг на друга. Так что вместо того, чтобы просто иметь единую таблицу рейсов, мы могли бы подумать о том, чтобы сказать, что рейсы — это один тип объекта. Но другой тип объекта, который меня волнует, это аэропорт. Так что я мог бы просто завести отдельную таблицу только для аэропортов, где эта таблица состоит из 3 колонок. Колонка для идентификатора аэропорта — просто какой-то уникальный номер, который может идентифицировать конкретный аэропорт. Одна колонка для трехбуквенного кода этого аэропорта и одна буква для города, или одна колонка для города, в котором находится этот аэропорт. Теперь это гораздо более простое и понятное представление всех аэропортов. Возникает вопрос, что происходит с моей таблицей рейсов. В моей таблице рейсов, которая здесь, был идентификатор отправления, пункт назначения и продолжительность, где тип отправления и пункта назначения в данном случае были просто текстом. Текстовые данные, представляющие название города, из которого вылетает рейс или в который прибывает рейс. Теперь, когда у меня есть отдельная таблица аэропортов, где каждая строка в таблице аэропортов имеет свой собственный уникальный идентификатор, в этом случае я могу сделать следующее. Вместо того, чтобы хранить отправление и пункт назначения в виде текста, я могу хранить то, что мы будем называть внешним ключом. Сделай ссылку на ключ в другой таблице и переименуй эти столбцы в идентификатор источника и идентификатор назначения. Вместо хранения текста мы будем хранить число, где origin подчеркивание ID 1 означает, что отправителем рейса номер 1 является любой аэропорт номер 1. Я мог бы зайти в таблицу аэропортов, посмотреть, в каком аэропорту есть идентификатор 1, и это сообщило бы мне происхождение этого рейса. А если бы я зашел в таблицу аэропортов и посмотрел, в каком аэропорту был идентификатор 4, это также сообщило бы мне пункт назначения этого рейса, объединив две разные таблицы. Одна таблица для представления аэропортов и одна таблица для представления рейсов. Я могу соединить эти две разные таблицы вместе с помощью внешнего ключа. Некоторые столбцы внутри моей таблицы рейсов, а именно столбец идентификатора отправления и столбец идентификатора назначения, которые вместе позволяют мне ссылаться на информацию, хранящуюся также внутри другой таблицы. Когда ты представишь себе, что такого рода база данных авиакомпаний растет и хранит все больше различных видов данных,
возможность связывать таблицы друг с другом станет невероятно мощной. Так что ты можешь себе представить, что в дополнение к хранению аэропортов и хранению рейсов авиакомпании, вероятно, также необходимо хранить информацию о своих пассажирах. Например, кто на каком рейсе. Так что ты мог бы представить себе создание таблицы пассажиров, в которой есть столбец идентификатора для уникальной идентификации каждого пассажира, столбец имени, в котором хранится имя каждого пассажира, столбец фамилии для хранения их фамилии и столбец идентификатора рейса для хранения того, каким рейсом этот пассажир оказался. Так что в данном случае я мог бы сказать, что Гарри Поттер летит рейсом номер 1. Я мог бы посмотреть это в таблице рейсов, чтобы узнать в таблице рейсов, вот откуда отправляется рейс, куда он направляется и какова его продолжительность. Теперь, когда мы начинаем проектировать эти таблицы, мы должны подумать о том, каковы будут последствия этого дизайна. В случае со столом этого пассажира, похоже, действительно существует ограничение на дизайн таблицы, который я создал. А именно, если ты подумаешь об этом, то увидишь, что ограничение этой таблицы заключается в том, что с любой конкретной строкой может быть связан только один идентификатор рейса. У этого Гарри Поттера есть один столбец идентификатора рейса, внутри которого может храниться только одно значение. Это, казалось бы, делает невозможным, чтобы мы могли представлять человека, который может быть на нескольких разных рейсах. Так что это наводит на мысль о различных типах отношений, которые строки в таблице могут иметь друг с другом. Один из типов отношений – это отношение многие к одному или один ко многим, когда я выражаю идею о том, что один рейс может быть связан, например, со многими разными пассажирами. Но мы могли бы также хотеть отношений многие ко многим, когда много разных пассажиров могут быть связаны со многими разными рейсами. У пассажира может быть более одного рейса. На рейсе может быть более одного пассажира. Для этого нам понадобится немного иная структура для данного конкретного типа таблиц. Один из способов, которым мы могли бы подойти к этому – создать отдельную таблицу для хранения людей. У меня может быть таблица людей, где у каждого человека есть идентификатор, имя и фамилия, такие же, как и раньше. Но я больше не храню информацию о рейсе внутри таблицы. Я привел в порядок свои настройки. Я храню в этой таблице только людей и ничего об их рейсах. У меня будет отдельная таблица для работы с пассажирами на рейсе и сопоставления людей с их рейсами. Мы можем подумать о том, как должна выглядеть эта таблица. Ну что же, мне нужна какая-то таблица, которая будет связывать людей с тем, на каких рейсах они летят. Скорее всего, нам понадобится один столбец с внешним ключом, который ссылается на эту таблицу людей, и нам понадобится другой столбец с внешним ключом, который ссылается на таблицу рейсов, чтобы я мог связать эти две таблицы вместе, чтобы этот стол выглядел вот так. Теперь это упрощенная таблица пассажиров, в которой всего две колонки. В ней есть столбец-идентификатор человека и столбец-идентификатор рейса. Идея этой таблицы теперь в том, что она известна как таблица ассоциаций, или объединенная таблица, которая просто связывает одно значение из одной таблицы с другим значением из другой таблицы. Вот эта строка 1 и 1 означает, что человек с удостоверением личности 1 находится на рейсе номер 1. Я мог бы посмотреть этого человека в таблице людей, посмотреть этот рейс в таблице рейсов и выяснить, кто этот человек и каким рейсом он летит. Здесь внизу 2 и 4 означают, что кем бы ни был человек с удостоверением личности 2, на каком бы рейсе ни оказался человек с удостоверением личности 4. Так что теперь это позволило нам представить те типы отношений, которые мы хотим. У нас есть таблица аэропортов и таблица рейсов. И любой рейс будет сопоставлен с двумя разными аэропортами, одним пунктом назначения и одним пунктом отправления. И любой аэропорт может появиться на нескольких разных рейсах. Это своего рода отношение один ко многим. Тогда вот здесь, когда дело доходит до пассажиров, мы поместили людей в отдельную таблицу, а затем сопоставили людей и рейсы много ко многим, чтобы любой человек мог быть на нескольких разных рейсах. Как здесь, например, человек номер 2 находится на обоих рейсах номер 1 и 4. Точно так же на рейсе может быть несколько человек. Так что в данном случае на рейсе номер 6 есть пассажиры номер 5 и 6, которые также находятся на этом рейсе. Мы смогли представить эти отношения. Конечно, побочным продуктом этого является то, что теперь наши таблицы выглядят немного грязнее. Грязнее в том смысле, что мне не сразу понятно, когда я смотрю на эту таблицу, на какие данные я смотрю. Я вижу эти цифры, но я не знаю, что эти цифры означают. Я разделил все эти таблицы по разным местам. Теперь мне немного сложнее понять, кто каким рейсом. Я должен посмотреть на эти данные, посмотреть людей в таблице люди,
посмотреть рейсы в таблице рейсы и каким-то образом связать всю эту информацию вместе, чтобы сделать какой-либо вывод. Но, к счастью, SQL позволяет нам довольно легко получать данные из нескольких разных таблиц и объединять их все вместе. Мы можем сделать это с помощью запроса на объединение, который берет несколько таблиц и объединяет их вместе. Так что синтаксис запроса на объединение может выглядеть примерно так. И здесь мы вернемся только к настройке с двумя таблицами, где у меня есть рейсы и пассажиры, где каждый пассажир связан с одним рейсом. Но ты мог бы расширить это и объединить несколько таблиц, чтобы разобраться и с нашим более сложным примером. Но здесь я бы хотел выбрать имя каждого человека, его происхождение и пункт назначения. Я собираюсь выбрать это из таблицы рейсов, но мне нужно соединить это с таблицей пассажиров. Тогда я говорю далее, чтобы указать, как эти две таблицы связаны друг с другом. В данном случае я говорю, что эти две таблицы связаны друг с другом так: столбец идентификатора рейса таблицы пассажиры связан со столбцом идентификатора таблицы рейсы. В таблице рейсов есть идентификатор, который однозначно идентифицирует каждый рейс, а в таблице пассажиров есть столбец идентификатора рейса, который однозначно идентифицирует рейс, на который мы ссылаемся для данного конкретного пассажира. И в результате я мог бы получить таблицу, которая выглядит вот так. В ней я узнаю имя каждого человека, а также его происхождение и пункт назначения. Наше происхождение и пункт назначения будут взяты из этой таблицы рейсов, а имя будет взято из таблицы пассажиров. Но используя запрос на объединение, я смог взять данные из двух отдельных таблиц и соединить их вместе. И есть несколько различных типов запросов на объединение, которые я могу выполнить. То, что мы здесь видели, было просто соединением по умолчанию, которое иначе известно как внутреннее соединение. По сути, внутреннее соединение возьмет две таблицы, перекрестно сравнит их на основе указанного мной условия и вернет мне результаты только в том случае, если есть совпадение с обеих сторон, где мы сопоставляем идентификатор рейса пассажира с идентификатором в таблице рейсов. Существуют различные виды внешних соединений. Если я хочу смириться с мыслью, что возможно что-то на левой таблице, к которой я присоединяюсь, не совпадает ни с чем справа. А может быть, что-то на правом столе не совпадает с чем-то на левом. Но просто знай, что есть и другие типы запросов на объединение, которые я тоже могу выполнить. Другие стратегии, которые могут быть полезны при работе с таблицами SQL, это оптимизация, которую мы можем сделать, чтобы сделать запросы более эффективными. Одна вещь, которую мы можем сделать с нашими таблицами, это создать индекс для конкретной таблицы. Ты можешь думать об указателе как о чем-то вроде указателя в конце книги, например, где, если ты хочешь иметь возможность искать тему в учебнике, ты можешь открыть учебник и просто страница за страницей искать каждую тему и просто пытаться найти тему ты ищешь. Но часто то, что ты сможешь сделать, если в таблице есть указатель, это перейти к указателю книги, найти нужную тему. И это быстро даст тебе ссылку на то, как перейти на нужную страницу. Указатель на столе работает почти таким же образом. Это дополнительная структура данных, которую можно построить, и действительно требуется время и память, чтобы иметь возможность построить эту структуру данных и поддерживать ее в любое время, когда вы обновляете данные внутри таблицы. Но раз она существует, то делает запросы по определенному столбцу намного эффективнее. Ты можешь очень быстро найти что-то в индексе и найти соответствующие строки, которые идут вместе с ней. Итак, здесь у нас может быть такая команда, как создать индекс, который мы будем называть индексом имен в таблице пассажиры и, в частности, в столбце фамилия. Я ожидаю, что, запрашивая эту таблицу, я довольно часто буду искать пассажиров по фамилии. Поэтому я хотел бы создать индекс в этой таблице, чтобы иметь возможность более эффективно искать пассажира по его фамилии. Так что это всего лишь общий обзор того, что такое синтаксис SQL. Синтаксис, который мы можем использовать для создания таблиц данных, внутри которых хранятся строки данных, где каждая строка состоит из некоторого количества столбцов. И у каждого столбца есть тип. У нас есть возможность создавать таблицы, добавлять в них данные, обновлять, удалять, а также извлекать данные из этих таблиц. Но по мере того, как мы начинаем внедрять эти новые технологии, всегда возникают риски и потенциальные угрозы, которые также связаны с этими технологиями. В SQL главное, о чем нужно знать, это то, что известно как атака SQL-инъекцией. Уязвимость в системе безопасности, которая может произойти, если вы не будете осторожны с тем, как на самом деле выполняете свои SQL-команды. Так откуда же это может взяться? Ты можешь представить себе, например, что если в базе данных есть некоторое количество пользователей, вы можете хранить этих пользователей внутри базы данных. Например, в таблице пользователей, где есть столбец имени пользователя и столбец пароля. Хотя на практике вы, вероятно, не захотите хранить пароли и открытый текст. Давайте представим здесь, например, что вы храните имена пользователей и пароли внутри таблицы. У нас есть форма входа на веб-сайт,
которое выглядит примерно так, где вы должны ввести свое имя пользователя и пароль. Так что если кто-то ведет свое имя пользователя и пароль, может случиться так, что веб-приложение может выглядеть так. Выберите из пользователей, где имя пользователя равно это конкретное имя пользователя, выделенное здесь. Мы просто заменим имя пользователя прямо там. И пароль равно, и мы заменим пароль вон там. Так что если кто-то попытается войти на наш сайт, например, Гарри войдет в систему с паролем 12345, мы можем выполнить этот запрос выбора. Скажем, выберите из пользователей, где имя пользователя Гарри и где пароль 12345. Наша логика может заключаться в том, что если мы получим результаты, то это означает, что есть пользователь, чье имя пользователя Гарри, а пароль 12345. И мы можем войти в систему этого пользователя. Но представь себе теперь, что могло бы произойти, если бы вместо этого пользователь, который ввел имя пользователя хакера. Кажется, немного странное имя пользователя для ввода. Сейчас не имеет значения, что они вводят в свой пароль. Результатом может быть то, что они вставят в имя пользователя, где имя пользователя равно хакер, а затем. Оказывается, в SQL означает комментарий в SQL. Это просто означает игнорировать все, что следует за ним, точно так же, как в Python вы можете использовать символ хэштега, чтобы означать, что остальная часть этой строки является комментарием, и компилятор, кто бы ни запускал программу, должен просто игнорировать его. Значит, все, что происходит после этого, игнорируется. Мы эффективно смогли обойти проверку пароля. Кто-то мог обойти проверку пароля и войти в учетную запись, даже если у него не было на это полномочий. Так вот в чем уязвимость синтаксиса SQL. Если мы не будем осторожны с синтаксисом SQL, мы можем запускать ненадежные SQL-команды, которые какой-нибудь хакер или злоумышленник смог подключить к нашей программе. Так как же нам решить такого рода проблемы? Одна из стратегий состоит в том, чтобы сбежать от этих персонажей. Экранирование просто означает добавление нескольких обратных косых черт, которые просто гарантируют, что SQL знает, что их следует рассматривать как буквальные кавычки и буквальные тире, а не как какой-либо специальный синтаксис SQL. Еще одна стратегия состоит в том, чтобы использовать слой абстракции поверх SQL, чтобы нам вообще не нужно было писать SQL-запросы. Это фактически то, что мы собираемся сделать при переходе в мир Django, чтобы взглянуть на то, как когда мы начинаем использовать веб-фреймворк, такой как Django. У нас теперь есть возможность не беспокоиться о нюансах синтаксиса SQL и просто иметь дело с немного более высоким уровнем, с какие у нас модели. С какими типами объектов мы имеем дело и взаимодействуем с ними внутри этого приложения. Еще одна проблема, которую стоит отметить в отношении SQL, это возможность гоночных условий. Гоночное состояние – это то, что может произойти в любое время, когда у вас есть несколько событий, происходящих, так сказать, в параллельных потоках. У вас происходит одно, а другое происходит одновременно. Ты мог бы представить себе это в случае сайтов социальных сетей, где ты можешь поставить лайк посту, например, изображению в Instagram или твиту в Twitter. Что произойдет, если два человека попытаются поставить лайк одному и тому же посту одновременно? Если мы не будем осторожны в том, как мы выполняем эти конкретные SQL-запросы, у нас могут возникнуть проблемы с условиями гонки. Когда мы в конечном итоге попытаемся запросить количество лайков, которые есть у поста, а потом другой человек пытается сделать то же самое, и возникают конфликты, когда мы пытаемся обновить его, где результат может оказаться не таким, как мы ожидали. Есть ряд неожиданных результатов, которые могут произойти, когда мы сталкиваемся с проблемами, связанными с условиями гонки, когда одновременно происходит несколько вещей. Как нам решить эти проблемы? Ну, одна из стратегий состоит в том, чтобы как бы заблокировать базу данных. Сказать, что пока я работаю над этой базой данных, никто другой не может прикасаться к этим данным. Позволь мне завершить эту транзакцию, так сказать. Закончи работу над этой конкретной транзакцией и внеси все необходимые изменения в базу данных. Только после того, как я закончу, я смогу снять блокировку и позволить кому-то другому продолжить и изменить базу данных. Поэтому необходимо учитывать ряд проблем, когда мы начинаем иметь дело с этим миром SQL и пытаемся работать с базами данных. Теперь, когда мы рассмотрели синтаксис SQL, поняли, как работают эти таблицы, как они структурированы и что мы можем добавить в эти таблицы. Давайте продолжим и обратим наше внимание, в частности, на модели Django, которые представляют собой способ представления данных внутри приложения Django. Потому что то, в чем Django действительно сможет добиться успеха при разработке наших веб-приложений, это способность представлять данные в терминах этих моделей. Итак, мы собираемся пойти дальше и попытаться создать веб-приложение, которое будет представлять то, что авиакомпания может захотеть хранить внутри своего собственного веб-приложения. Все в порядке. Итак, первое, что я хочу сделать, это создать проект Django. Так что я пойду дальше и наберу Django Admin Start Project, и название моего проекта будет называться просто авиакомпания. Я создаю проект, например, для веб-сайта авиакомпании. Я пойду дальше и зайду в каталог авиакомпании, открою его в своем редакторе кода. Прежде чем я действительно начну редактировать какой-либо код, помни, что в каждом проекте Django должно быть одно или несколько приложений. Поэтому первое приложение, которое я создам для этой авиакомпании, это приложение для отслеживания рейсов. Так что следите за информацией, связанной с рейсами,
такой как отправление, пункты назначения, продолжительность и количество пассажиров на этих рейсах. Когда я создам новое приложение, первое, что мне нужно будет сделать, это зайти в Settings, Pi внутри авиакомпании и продолжайте добавлять это приложение в качестве установленного приложения. Так что рейсы теперь это приложение, которое я установил. Тогда я хочу сказать: продолжай и войди в URLs. Pi, что опять же является оглавлением для всех URL-адресов, к которым я могу получить доступ для этого конкретного веб-приложения. Я импортирую include, потому что я хочу сделать это, когда кто-то посещает путь к рейсам, чему-то я хочу перевести их на URL-адреса flights. URL, сопоставив их с URLs. Pi-файл, который будет внутри моего приложения полеты. Конечно, теперь мне нужен URLs, Pi-файл внутри моей заявки полеты. Поэтому я захожу в раздел полеты и создаю новый файл, который я назову URLs, Pi. Мы можем сделать из Django URL путь импорта из импорт представлений, а затем мои шаблоны URL-адресов войдут в этот список прямо здесь. Но прежде чем я начну работать с реальными URL-адресами, первое, что я захочу сделать, это создать несколько моделей. Модели будут способом создания класса Python, который будет представлять данные, которые я хочу, чтобы Django хранил внутри базы данных. Поэтому, когда я создам модель, Django выяснит, какой синтаксис SQL ему нужен, чтобы использовать его для создания этой таблицы. Но затем манипулирование этой таблицей. Я выбираю, обновляю и вставляю их в любое время, когда вношу изменения в эти модели. Так что вот что я могу сделать. Внутри каждого создаваемого приложения, в данном случае оно называется полеты, есть models, Pi-файл. Мы не рассматривали это раньше, но это будет то место, где мы сможем определить, какие модели будут существовать для нашего приложения. Каждая модель будет классом Python. Ты можешь думать об этом как о наличии одной модели для каждой из основных таблиц, о которых мы заботимся для хранения информации. Так что позволь мне определить новый класс под названием полет, который будет наследоваться от моделей .model сам, создавая новый класс под названием полет, который будет моделью. Тогда мне нужно предоставить внутри этого класса все параметры, которыми обладает полет. Какими свойствами обладает рейс, которые я, возможно, захочу отслеживать. Ну что же, у рейса есть происхождение. И источником будет модель Charfield. Все это задокументировано на веб-сайте Django в терминах различных существующих типов полей, которые я могу включить в модель Django. Где здесь я говорю, что это символьное поле, максимальная длина которого будет 64. Я предполагаю, что большинство названий городов не будут длиннее 64 символов. Это кажется разумной максимальной длиной, например, для места отправления рейса. У каждого рейса также будет пункт назначения, который будет представлять собой поле символов, максимальная длина которого также равна 64. У каждого рейса будет продолжительность, которая будет просто целочисленным полем. Так что теперь это моя самая первая модель Django. Это класс, который называется полет, где я определил все свойства, которыми обладает полет, а затем, используя синтаксис Django, нашел, какой тип у них также должен быть. У каждого рейса есть отправление, пункт назначения и продолжительность. Но, конечно, здесь на самом деле ничто не изменяет базу данных, которую использует Django для хранения информации о моем веб-приложении. И мы можем посмотреть, действительно ли мы вернемся к авиакомпании, и я наберу ls. Здесь вы увидите, что базы данных еще не существует. У меня есть только каталог авиакомпаний, каталог рейсов и manage, Pi-файл. Так что я хотел бы как-то сказать Django, что тебе следует обновить базу данных, включив в нее информацию о моделях, которые я только что создал. Это процесс, который мы называем в Django и в более общем плане миграцией. Я создаю миграцию, чтобы сказать: вот некоторые изменения, которые я хотел бы применить к базе данных. Затем я переношу их, чтобы сказать Django, чтобы он принял эти изменения и фактически применил их к базе данных. Так что это двушаговый процесс. Один из них — создание миграции, инструкция о том, как на самом деле манипулировать базой данных. А затем нужно сделать этот шаг миграции, сказав: теперь возьми эти инструкции и фактически примени их к базовой базе данных. Мы можем выполнить миграцию с помощью команды. Мы снова будем использовать manage, PyScript, содержащий несколько различных команд, которые позволяют нам управлять различными частями приложения. Я буду использовать Python manage, Py, а затем произведу миграцию. Теперь мы видим, что создали миграцию внутри 001 подчеркивание initial. Py, где в ходе этой миграции была создана модель, которая называется полет. Так что если я пойду дальше и посмотрю в каталог миграций, я увижу, что этот файл был создан для меня. Мне не нужно было создавать его самому. В этом файле есть инструкции для Django о том, как манипулировать базой данных, чтобы отразить изменения, которые я внес в модель. Вот инструкция для Django по созданию новой модели под названием полет, внутри которой есть эти конкретные поля.
Это основано на изменениях, которые я внес в Models. Py. Модель, которую я добавил, теперь отражена в этой миграции. Теперь, если я хочу применить миграцию, фактически применить ее к базе данных Django, я могу запустить Python Manage. Помигрируйте, чтобы идти дальше и применять эти миграции. Есть куча миграций по умолчанию, которые также применяются, но обратите внимание, что одна из миграций, которая применяется, это вот это. Применяя flights 001 подчеркивание initial, чтобы сказать, давайте продолжим и применим эту миграцию, создадим таблицу, в которой будут представлены рейсы. Если я сейчас веду ls, вы увидите, что теперь у меня есть файл db. Склите 3. База данных Sclide, которая будет содержать таблицу, в которой будут храниться все мои рейсы. И как же я могу на самом деле начать манипулировать этими данными? Как я могу взаимодействовать с такого рода моделями? Я мог бы использовать прямой синтаксис SQL, открыв этот файл базы данных и запустив команды, но Django предоставляет несколько хороших слоев абстракции поверх него. Так что мне на самом деле не нужно выполнять эти команды самостоятельно. Я могу начать работать в более общем плане с классами Python, переменными и другими вещами, к которым я привык внутри языка Python. Так что я могу войти в оболочку Django, где я могу просто запускать команды Python, запустив Python Manage. Py ракушка. Что это делает? Так это открывает оболочку или консоль, где я могу начать писать команды Python, которые выполняются в этом веб-приложении. Первое, что я хотел бы сделать, это из flights. Models, позвольте мне просто импортировать flight. Так что рейсы — это название моего приложения. Модели — это название этого файла. Я импортирую класс полета из того файла моделей, который я только что создал. Теперь все, что я могу сделать, это создать новый рейс. Я могу сказать что-то вроде f равно рейс, отправление которого Нью-Йорк, пункт назначения Лондон и продолжительность которого равно 415 минут. А затем я могу сказать F. Сохранить, чтобы сохранить тот новый рейс, который я создал. Этот синтаксис, я сделаю его немного больше, чтобы вам было немного легче видеть. Это мой способ вставки данных в эту таблицу. Мне не нужно использовать запрос на вставку в SQL. Мне просто нужно написать команду на Python, и Django знает, что когда я создаю новый рейс и сохраняю его, он должен мгновенно выполнить команду над базовыми таблицами SQL. Здесь я создал новый рейс с этим конкретным отправлением, пунктом назначения и продолжительностью, и я пошел дальше и сохранил этот рейс. Если я хочу запросить этот рейс, получить информацию об этом рейсе, я могу сказать что-то вроде рейс. Объекты. Все это эквивалент избранных. Достань мне все рейсы, которые существуют в моей базе данных. Здесь я вижу, что получаю обратно набор запросов, который представляет собой всего лишь набор результатов. Здесь у меня есть один рейс, который вернулся, объект полета 1. Так что для меня был создан рейс с идентификатором 1. Теперь объект полета 1, вероятно, не такое уж полезное название. Было бы лучше, если бы у этой модели был более чистый способ увидеть название конкретного рейса, например. И оказалось, что мы можем это сделать. Любая модель, я вернусь к коду внутри Models. Py любая модель может реализовать функцию двойного подчеркивания str, которая возвращает строковое представление этого конкретного объекта. Это относится не только к моделям Django, но и к классам Python в целом. Если эта функция возвращает строковое представление объекта, давайте продолжим и вернем форматированную строку, которая является self. ID я скажу я, происхождение я, назначение. Вот что я сказал. Строковое представление любого рейса будет строкой, в которой указывается его идентификатор, а затем указывается отправление в пункт назначения. Просто красивое чистое имя, которое будет представлять этот конкретный рейс. Так что теперь, если я вернусь к оболочке, запустив Python Manage PyShell, я могу сказать по рейсам. Модели импортного рейса. Я могу сказать, хорошо, давайте позволим переменной, называемой рейсами, быть равной flight objects all. И теперь рейсами будет этот рейс, рейс 1, Нью-Йорк, Лондон. Теперь у него гораздо более приятное строковое представление названия, что просто немного облегчает взаимодействие с ним. Если бы я хотел получить только этот один рейс, я могу сказать, что рейс равен рейсу. Первый. Рейсы — это набор запросов. Первый доставит мне этот первый рейс. И вот теперь у меня есть этот рейс из Нью-Йорка в Лондон. И так же, как и в любом объекте Python, я могу начать получать доступ к свойствам этого объекта. Я могу сказать: хорошо, Flight, каков твой идентификатор? Flight, каково твое происхождение? Flight, каков твой пункт назначения? Flight, какова твоя продолжительность? И я могу получить доступ к ценностям, ко всем свойствам этого рейса, которые мне в конечном счете не безразличны. И если я захочу удалить рейс, я могу сказать что-то вроде flight delete. Теперь в конечном счете это не та модель, которую я на самом деле хочу представить своим рейсом. Потому что здесь опять же я использую символьное поле, поле символов,
для таких вещей, как пункт отправления и пункт назначения. Когда на самом деле я, вероятно, хотел бы использовать что-то вроде другой таблицы для представления аэропортов, а затем некоторую взаимосвязь между каждым рейсом и аэропортом. Так что давай продолжим и попробуем реализовать эту идею прямо сейчас, чтобы я мог вернуться к Models. Py, создайте новый класс. Я создам класс под названием аэропорт. Это тоже модель. И я бы хотел, чтобы у этого класса аэропортов был код, представляющий собой символьное поле максимальной длиной 3 для кода аэропортов, а также город, который представлял бы собой символьное поле максимальной длиной 64. И давайте также дадим этому аэропорту строковое представление. Мы предположим, что строковым представлением аэропорта будет просто город аэропорта, а затем в скобках код аэропорта. Так что это будет что-то вроде Нью-Йорка, а затем в скобках аэропорт Кеннеди для представления конкретного аэропорта. А теперь нашу модель полета нужно немного изменить. Отправление и пункт назначения больше не будут символьными полями, в которых просто хранится текст. Но вместо этого источник будет внешним ключом. Внешний ключ, который ссылается на другую таблицу, например, таблицу аэропорта. И потом я могу привести несколько дополнительных аргументов. Так что одного этого было бы достаточно. Но я могу добавить несколько дополнительных аргументов, как в моделях delete equals, каскад. Так что же это значит? Ну, когда у меня есть таблицы, которые связаны друг с другом, SQL нужен какой-то способ узнать, что должно произойти, если вы когда-нибудь что-то удалите. Если у меня рейс из аэропорта Кеннеди в Лондон, и позже я решу удалить аэропорт Кеннеди из своей базы данных, что должно произойти с этим рейсом? Что происходит с рейсами, когда вещь, на которую он ссылается, удаляется? Что это значит? Каскад означает, что если я когда-нибудь удалю аэропорт из таблицы аэропортов, он также удалит любой из соответствующих рейсов. И есть другие параметры удаления, которые вы можете установить, например, даже не позволяйте мне удалять аэропорт. Если есть рейсы, которые вылетают из этого аэропорта или отправляются в него, это называется Models Protect. Но есть и другие способы реализации подобных типов ограничений. И еще один аргумент, который я собираюсь привести, это то, что называется родственным именем. А родственное имя, как мы сейчас увидим, будет способом для меня получить доступ к отношениям в обратном порядке. Это с рейса, я могу сесть на рейс и сказать Origin, чтобы узнать происхождение рейса в аэропорту. Но другой вопрос, который я, возможно, захочу задать, находится в обратном порядке. Если у меня есть аэропорт, как мне получить все рейсы, отправлением которых является этот аэропорт? И вот здесь, если я дам связанное имя этому внешнему ключу, Django автоматически установит связь в противоположном направлении. И вот здесь хорошо, если у нас есть аэропорт, и я хочу знать все рейсы, отправлением которых является этот аэропорт, разумное название для соответствующего названия здесь. Что-то вроде вылеты. Значит, если у меня есть аэропорт, я могу получить доступ ко всем вылетам, что дает мне доступ ко всем рейсам, вылетающим из этого аэропорта. И я точно так же сделаю то же самое здесь, в пункте назначения. Вместо символьного поля это будет внешний ключ. Он будет ссылаться на аэропорт. Когда мы удалим его, мы перейдем к каскадированию. И соответствующее имя будет изменено. Потому что если у меня есть аэропорт, я мог бы захотеть получить доступ ко всем прибытиям. Ко всем рейсам, которые соответствуют рейсам, прибывающим в этот конкретный пункт назначения. И вот теперь я сделал две вещи. Я добавил новый класс, который называется аэропорт, и я изменил свою существующую модель полета. Так что это изменилось в моем коде Python, но еще не изменилось в моей базе данных. Так что для того, чтобы внести изменения в базу данных, опять же это двушаговый процесс. Шаг первый — Python Manage. Py выполнять миграции, чтобы сказать искать любые новые изменения, которые были внесены в Models. Py и продолжайте создавать инструкцию по миграции для внесения этих изменений в базу данных. А вот здесь мы видим, что создали новый файл миграции. И эта миграция создаст модель под названием Airport. И она также изменит поле назначения и поле отправления на моей модели полета. Потому что, как мы знаем, мы изменили пункт назначения и пункт отправления так, чтобы они больше не были символьными полями, а вместо этого были ссылками на конкретный аэропорт. Так что это то, что нужно будет изменить в базе данных. И чтобы внести эти изменения, я могу запустить что-то вроде Python Manage. Помигрируйте, чтобы идти дальше и применять эти изменения. Теперь мы применили эту миграцию, которую только что создали, и наша база данных теперь обновлена. Так что же мы можем сделать? Ну что же, теперь я могу идти дальше и вернуться в оболочку. И я просто продолжу импортировать из рейсов. Модели импортируют звезду, импортируют все. И теперь я могу создать аэропорт. Я могу сказать что-то вроде JFK, аэропорт, код которого JFK, город которого, например, Нью-Йорк.
а затем сохранить это. Я могу создать лондонский аэропорт. Итак, Элхер — это аэропорт, код которого Элхер и город которого Лондон. И я могу это сохранить. Ты мог бы создать больше. Я мог бы сказать, что CG равен аэропорту, код которого CG, а город Париж. И может быть мы сделаем еще один. Мы скажем, что NAT — это аэропорт, код которого NAT и город которого Токио, например. Поэтому я создал и сохранил 4 аэропорта, которые добавляются в мою таблицу аэропортов. И теперь я могу добавить рейс. F равно рейсу, отправление которого равно аэропорту Кеннеди, пункт назначения Лондон Хитроу, и продолжительность которого равна 415 минутам. И я сохраню это тоже. Так что теперь я создал 4 аэропорта. Я создал рейс и сохранил его. Если я наберу F только для своего рейса, я увижу, что это рейс из Нью-Йорка в Лондон. Но я также могу сказать, что такое F. Origin — написать F. Origin, то есть теперь объект аэропорта. Это в частности аэропорт Кеннеди. И я могу сделать F. Origin. City, чтобы получить город происхождения, который является Нью-Йорком. F. Origin. Код, чтобы получить код этого аэропорта, который является JFK. И если я начну с места происхождения, что-то вроде аэропорта Кеннеди или лондонского Хитроу, я могу сказать Элхер. Прибытие. Все для того, чтобы получить информацию обо всех прибытиях, обо всех рейсах, прибывающих в лондонский Хитроу. И похоже, что есть только один из них, а именно этот рейс, который я только что создал из Нью-Йорка, который также направляется в Лондон. И теперь это дает нам возможность манипулировать SQL, просто используя эти модели Python. И у меня теперь есть классы Python, которые представляют все эти различные типы данных. И теперь вместо выполнения SQL-запросов, таких как select star с рейсов или из аэропортов, я могу просто взаимодействовать с этими классами и этими свойствами классов. И Django позаботится об этом процессе за меня. О том, чтобы выяснить, какими должны быть базовые SQL-запросы, выполнить эти запросы и просто вернуть мне эти результаты. И мы можем прямо сейчас начать разрабатывать веб-приложение на основе этой идеи. В это я могу углубиться URLs. И давайте добавим шаблон URL-адреса с надписью «Маршрут по умолчанию». Мы продолжим и загрузим представление индекса. Назови его индексом. То же самое, что и аналогичные вещи, которые мы видели в прошлый раз. А теперь что нам следует делать в представлении индекса? Хорошо, в представлении индекса давайте продолжим и скажем, что я хотел бы сделать. Это просто отобразить список всех рейсов. Так что я мог бы из модели импортировать рейс и аэропорт. Или, может быть, мне просто нужен рейс. Мне просто нужен список всех рейсов. Так что я собираюсь импортировать рейсы из всех моих моделей. И теперь, что я хотел бы сделать, это вернуться. Давайте продолжим и создадим шаблон, который называется Flight Index, HTML и дать индекс. HTML — доступ к переменной, называемой полетами. А чему будет равна эта переменная? Она будет равна полету. Объекты. Все это для того, чтобы получить все полеты, которые я хотел бы поместить прямо здесь. Хорошо, так что же мне теперь делать? Теперь все, что мне нужно сделать, это на самом деле создать эти индивидуальные шаблоны. Поэтому внутри Flights я создам новую папку, которая будет называться Templates, внутри которой я создам новую папку, которая будет называться Flights, внутри которой я продолжу и создам Layout. HTML, так же как мы делали это раньше, где этот макет будет содержать основную структуру нашей HTML-страницы. Итак, раздел «Голова», название которого «Полеты», и раздел «Тело», в котором будет тело блока и конец блока. Как и раньше, это макет по умолчанию для данной конкретной страницы. А затем я добавлю новый шаблон, который называется индекс. HTML — это будет расширяться Flight Layout. HTML. А затем в основной части страницы я собираюсь отобразить H1, на котором просто написано рейсы. И давайте теперь создадим неупорядоченный список, в котором я теперь могу зацикливаться на полетах в рейсах. Endfo, чтобы закончить цикл. Но внутри цикла позволь мне создать элемент списка, в котором я просто распечатаю рейс. Может быть, я распечатаю рейс, а затем flight. ID, чтобы распечатать рейс 1, рейс 2, рейс 3. А затем я напечатаю рейс. Отправление на рейс. Пункт назначения. Итак, что я здесь сделал, это создал шаблон, которому я собираюсь предоставить доступ к переменной, называемой flights, где flights будет переменной, представляющей все рейсы, которые я запросил, запустив flight. Objects. Все это мой путь. Используя API Django, используя функции, к которым он предоставил мне доступ, скажем, сесть на рейс и получить все рейсы, которые хранятся в базе данных Django. Тогда здесь в шаблоне я зацикливаюсь на каждом из этих рейсов. Для каждого из них распечатываю элемент списка, где я могу получить доступ к свойствам этого рейса. Скажи, что этот идентификатор рейса из пункта отправления в определенный пункт назначения.
Так что теперь я пойду дальше и зайду в свой терминал. Запускай Python Manage. Py запустите сервер, который опять же является тем, как мы запускаем веб-приложение Django. И теперь, если я перейду по этому URL-адресу, на этот раз мигнет флеш, потому что это URL-адрес. То, что я вижу, это именно то, что я ожидал увидеть. Неупорядоченный список, в котором по счастливой случайности указан рейс номер 1 из Нью-Йорка в Лондон. Он берет данные из моей базы данных и теперь отображает их внутри этого шаблона. И если бы я добавил новые рейсы, он также обновился бы и на этой странице. Так что если я пойду дальше и вернусь назад, зайди в оболочку Python Manage. Py ракушка. Я уйду с полетов. Модели импортные звездные. Давай продолжим и. Ну хорошо, давай добавим рейс из Шанхая в Париж, например. Хорошо, как мне узнать аэропорты Шанхая и Парижа? Ну получается, что если я хочу добраться до Шанхая, я могу сказать, что Шанхай равен аэропорту. Объекты. И тогда я могу сказать, если я сделаю аэропорт. Объекты. Все это даст мне все аэропорты, например. И похоже, на самом деле у меня нет шанхайского аэропорта, но я могу добавить один, если захочу. Но если я сделаю аэропорт. Объекты. Все это опять же даст мне их все. Но если я хочу отфильтровать свой список аэропортов, не все аэропорты, а только некоторые из них, я могу сказать airport. Objects. Filter я могу сказать, найдите мне все аэропорты, где город Нью-Йорк, например. И это даст мне набор запросов, который содержит только те результаты, которые меня волнуют. Так что, опять же, airport. Objects. Filter позволяет мне ограничить возвращаемые результаты. Не показывай мне все аэропорты, а только те, чей город, например, Нью-Йорк. И это возвращает только один, так что я мог бы сказать. Город фильтра равен Нью-Йорку. Во-первых, скажем, возьмите этот набор запросов и просто дайте мне первую и единственную вещь в этом наборе запросов. И это дает мне аэропорт Нью-Йорка. Упрощенный способ сделать то же самое. Если ты знаешь, что получишь только один результат, я могу сказать что-то вроде airport. Objects. Get, который получит только один результат, если будет знать, что в городе Нью-Йорк будет только один аэропорт. Это тоже вернется ко мне в Нью-Йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди. Но это выдаст ошибку, если когда-нибудь их будет больше одного, или, например, если их нет ни одного. Так что мы войдем и сохраним это внутри аэропорта Кеннеди, и мы продолжим и создадим рейс, например, из Нью-Йорка в Париж. Я могу сделать CG равным аэропорту. Объекты. Получить. Город равен Парижу. И теперь у меня есть эта переменная CG, которая представляет аэропорт Парижа. И если я захочу создать новый рейс из Нью-Йорка в Париж, я могу сказать, что F будет рейсом, отправляющимся из аэропорта Кеннеди, пункт назначения которого равен CG и продолжительность которого равна 435. И я могу спасти этот рейс. И поэтому я добавил новый рейс. И теперь, если я запущу сервер Python Manage, Py запускаю сервер, обновляю страницу, теперь я вижу, что у меня два рейса. Один рейс из Нью-Йорка в Лондон, один рейс из Нью-Йорка в Париж. Но, конечно, это будет довольно раздражающе, если каждый раз, когда я захочу обновить данные, добавить новые данные, манипулировать данными, мне нужно будет заходить в оболочку, чтобы запускать прямые команды, которые могут добавлять новые рейсы, добавлять новый аэропорт и так далее и тому подобное. Чего бы мне действительно хотелось, так это очень просто добавить его через веб-интерфейс. Через интернет можно сказать: хорошо, позвольте мне добавить новый рейс, который отправляется из пункта 1 в пункт 2. И можно, используя эту информацию, которую мы знаем сейчас, создать веб-страницу, которая делает именно это. Но Django построен на идее, что он не хочет, чтобы вам, программисту, приходилось повторять работу, которую уже проделали другие люди. И этот процесс попытки определить модели и очень быстро получить возможность создавать, редактировать и манипулировать моделями настолько распространен, что Django уже создал для нас целое приложение, предназначенное только для манипулирования этими моделями, и оно известно как приложение администратора Django. И это приложение, следы которого мы уже видели, и если мы вспомним, что URLs, Py-файл из нашего приложения, мы увидели, что добавили путь для нашего собственного приложения, но по умолчанию нам уже был указан путь, админ, который также ведет нас в приложение администратора. Итак, для того, чтобы использовать приложение администратора, нам нужно создать учетную запись администратора внутри нашего веб-приложения Django. И сделать это можно через командную строку. Я могу запустить Python Manage. Py создайте суперпользователя. Он спросит у меня мое имя. Я войду и введу свое имя пользователя, адрес электронной почты, а также запрошу пароль. Я могу просто придумать пароль, который хотел бы использовать. Введи его повторно, просто чтобы подтвердить. И теперь Django создал для меня учетную запись суперпользователя в этом веб-приложении. Чтобы я, используя эти учетные данные, мог посещать веб-интерфейс приложения администратора и фактически манипулировать некоторыми из этих базовых моделей. Итак, для того, чтобы это сделать, первое, что мне нужно сделать,
это взять свои модели и добавить их в приложение администратора. Так что внутри Models.py у меня есть класс, который называется аэропорт, и класс, который называется полет. И если мы посмотрим на файлы, которые у меня есть, там есть еще один файл, который мы еще толком не рассматривали, называется admin.py внутри моего приложения. И внутри admin.py я сначала из своих моделей импортирую рейс и аэропорт. А теперь я скажу admin сайт, зарегистрируй аэропорт. И admin сайт, зарегистрируй рейс. И что это будет делать, так это сообщить приложению администратора Django, что я хотел бы использовать приложение администратора, чтобы иметь возможность управлять аэропортами, а также управлять рейсами. Так что давай взглянем на это приложение для администратора и посмотрим, как оно работает на самом деле. Я могу запускать Python Manage.py запустите сервер. Это запустит веб-сервер. Сейчас я зайду по этому адресу. Вместо того, чтобы перейти в рейсы, я зайду в администратор. И это откроет приложение для администрирования Django, написанное не мной. Это написал Django, и оно просит меня войти в систему. Я пойду дальше и войду в систему, используя те учетные данные, которые я использовал мгновение назад, введя свое имя пользователя и пароль. И то, что я получу здесь, это интерфейс администрирования сайта Django, созданный для меня Django, где мне вообще не нужно было это проектировать. Но важно то, что если мы заметили здесь, у меня теперь есть возможность добавлять аэропорты и рейсы и управлять ими через этот веб-интерфейс, этот административный интерфейс Django. Так что теперь, используя этот интерфейс, у меня есть возможность манипулировать базовой базой данных. Манипулировать моими моделями, чтобы добавлять и изменять уже существующие данные. Так что если я нажму, например, на аэропорты, я увижу здесь все аэропорты, которые я уже добавил в свою базу данных. Токио, Париж, Лондон и Нью-Йорк. И я могу добавить новый. Я могу сказать, давай продолжим и добавим пик, который называется Шанхай. И я могу либо сохранить его, сохранить и продолжить редактирование, сохранить и добавить еще один. Я собираюсь добавить парочку, так что я пойду дальше, сохраню и добавлю еще один. Давай добавим еще и аэропорт Стамбула. Давай добавим Москву в качестве второго аэропорта, и может быть еще одного, мы добавим Лиму. И я просто нажму сохранить. А теперь я добавил целую кучу аэропортов, и все это через этот веб-интерфейс. Django изначально создавался для новостной организации, которая очень быстро захотела иметь возможность публиковать статьи и размещать новые сообщения на своем веб-сайте. И с помощью такого интерфейса стало очень легко, очень быстро просто сказать: вот, добавьте новую статью, и вот содержание статьи, чтобы ее можно было отобразить на странице. А теперь мы смогли очень быстро добавлять новые аэропорты и на наш веб-сайт. Так что если мы хотим добавить рейсы, мы можем идти дальше и возвращаться домой. Нажми на рейсы. Я вижу, что у меня уже есть два рейса в моей базе данных. У меня есть Нью-Йорк в Лондон и Нью-Йорк в Париж. Я добавлю еще один. Это позволяет мне выбирать пункт отправления, пункт назначения и продолжительность. И Django знает, что пунктом отправления должен быть аэропорт, так что это даст мне возможность просто выбрать аэропорт, где я могу сказать: хорошо, Шанхай – это пункт отправления. Пунктом назначения будет Париж, а продолжительность составит, например, 760 минут. Так что теперь, используя интерфейс администратора Django, я смог добавить несколько различных рейсов и несколько разных аэропортов. А если я вернусь не в приложение администратора, а в приложение «Мои рейсы», приложение, которое я написал сам, и вернусь в рейсы, теперь я действительно вижу все новые рейсы, которые я добавил в свою базу данных через интерфейс администратора Django. Я добавил их в интерфейс администратора, и теперь я вижу этот рейс из Шанхая в Париж. Я вижу этот рейс из Парижа в Нью-Йорк. И поэтому сейчас я хотел бы начать добавлять еще несколько страниц в это веб-приложение. Сделай это веб-приложение немного более сложным, возможно, предоставив мне возможность нажать на конкретный рейс, чтобы просмотреть подробную информацию об этом рейсе. Я бы хотел, чтобы у каждого рейса была своя страница, не только рейсы для всех рейсов, но и рейс 1 для идентификатора рейса 1, рейс 2 для идентификатора рейса 2 и так далее и тому подобное. Что я могу сделать для этого, так это вернуться в URLs.py и проложить новый путь. Мы создадим путь, в котором я буду указывать идентификатор рейса, который будет целым числом. Когда я это сделаю, давай продолжим и загрузим представление рейса, название которого будет рейс. А теперь мне нужно просто перейти к Views.py и добавьте функцию под названием полет. Так что я возвращаюсь назад, вхожу в Views.py. В дополнение к индексной функции мы определим функцию полета, которая принимает в качестве аргумента идентификатор рейса. Итак, что же теперь будет делать функция полета? Ну, первое, что мне нужно сделать, это действительно попасть на этот рейс. Я могу сказать, что полет равен полету. Объекты. Получить. Найди мне рейс, идея которого равна идентификатору рейса, например. Или как вариант Django, давай ты тоже скажешь PK вместо ID. Это гораздо более общий способ ссылки на первичный ключ, как бы он ни назывался. PK в данном случае это просто идентификатор. Но тогда все, что я могу сделать, это отрисовать шаблон, например, flight HTML, и передайте в качестве входных данных для этого полета.
Так что мы передаем этот рейс в flight HTML. А теперь я могу создать шаблон, создать новый файл под названием flight HTML, который также будет расширяться flight layout HTML, используя тот же HTML макет. А внутри тела страницы давайте просто скажем что-то вроде большим шрифтом мы напишем идентификатор рейса. А затем может быть неупорядоченный список, где я могу сказать что-то вроде происхождения flight origin, пункт назначения flight destination, а продолжительность flight duration. Так что теперь у меня есть страница, на которой отображается информация о рейсе любого конкретного рейса. А если я пойду дальше и загружу в свой веб-браузер не рейсы, а, например, рейсы 1. Что же, теперь у меня есть информация о рейсе номер 1. А рейс 2 даст мне информацию о рейсе номер 2. Запрашиваю этот конкретный рейс, затем распечатываю его отправление, пункт назначения и продолжительность. Теперь есть некоторая проверка ошибок, которую нам, вероятно, следует сделать здесь. Если я попытаюсь получить доступ к несуществующему рейсу, например, к рейсу 28, я получу какую-нибудь несуществующую ошибку. Запрос на сопоставление рейсов не существует. Я мог бы немного лучше контролировать то, что происходит в этой ситуации. Так что ты можешь представить, что добавишь дополнительную проверку ошибок и для обработки этих случаев. Но пока мы оставим все как есть. Но теперь давайте продолжим и добавим возможность не только иметь рейсы, с которыми связаны аэропорты, но давайте также добавим пассажиров на наши рейсы, чтобы иметь возможность представлять пассажиров, которые действительно могут быть на этих рейсах. Так что давай возвращайся в Models Py. И в Models Py в дополнение к классу аэропорта и классу полета позвольте мне создать новый класс, который называется пассажирский. Тоже собираюсь стать моделью. А какими свойствами обладает пассажир? Ну что же, у пассажира есть имя, которое мы сделаем моделью. Чарфилд, максимальную длину которого мы установим равной 64. И фамилия. Максимальная длина равна 64. И пассажиры тоже, как мы уже описывали ранее, у них много-много отношений с рейсами. На рейсе может быть несколько пассажиров, пассажир может быть на нескольких рейсах, и в конечном счете нам нужна дополнительная таблица, чтобы отслеживать это. Но мы можем мыслить немного более абстрактно здесь, в Django, и просто сказать, что у каждого пассажира есть связанные с ним рейсы, которые являются моделями. Манифайлд с полетом. Так что каждый пассажир может быть связан со многими рейсами. Мы скажем, что пробел равен истине, чтобы исключить возможность того, что у пассажира нет рейсов. Может быть, если он вообще не зарегистрирован ни на какие рейсы. И мы также дадим ему соответствующее имя пассажира, что означает, что если у меня есть пассажир, я могу использовать атрибут рейсы для доступа ко всем их рейсам. И точно так же, если у меня есть рейс, я могу использовать имя этого пассажира, чтобы получить доступ ко всем пассажирам, которые летят этим рейсом. И мы увидим, как это тоже будет полезно через мгновение. Строковое представление пассажира будет просто состоять из его имени и фамилии, что кажется разумным способом представления конкретного пассажира. А теперь мне нужно применить эти изменения. Я должен сказать Python Manage Py. Сделай миграцию, потому что я внес новые изменения в свою модель. В частности, я создал модель пассажира. И теперь, если я сделаю Python Manage Py мигрируйте, теперь я применил эти изменения к своей реальной базе данных. А если я войду в admin Py, так что мы перейдем к admin Py и зарегистрируйте не только рейс и аэропорт, но и пассажира-администратор. Сайт. Зарегистрируйте пассажира, тогда теперь через интерфейс администратора я также могу манипулировать пассажирами. Я могу сказать, что Python Manage Py запустите сервер, чтобы запустить мой веб-сервер. Зайди в режим администратора моих веб-серверов, перейдя высшего админ. Спустись в раздел «Пассажиры» и давай добавим пассажира. Где я могу сказать: хорошо, имя Гарри, фамилия Поттер, и мы отправим его на рейс 1, и может быть на рейс 3. Он летит двумя разными рейсами, например, и ты можешь удерживать нажатой клавишу Command или Control, чтобы выбрать несколько рейсов. И мы продолжим и сохраним это. Гарри Поттер успешно добавлен. И давай добавим еще пару пассажиров. Мы добавим Рона Уизли. И мы добавим еще одного. Мы добавим Гермиону Грейнджер. И мы добавим еще Джинни Уизли. Итак, мы добавили несколько различных пассажиров, которые теперь все существуют в интерфейсе администратора Django. А теперь, что я хотел бы сделать, так это на странице рейса отобразить информацию о том, какие пассажиры оказались на том или ином рейсе. Так что я мог бы это сделать, войдя в Views Py.
А на странице рейса, в дополнение к предоставлению доступа к рейсу, позвольте мне также предоставить доступ к нему пассажирам. Таким образом, пассажиры получат доступ к этому шаблону. И мы получаем пассажиров, говоря рейс. Пассажиры. Все. И причина, по которой мы можем это сделать, опять же в том, что пассажиры — это родственное имя. Это наш способ сесть на рейс и получить всех пассажиров, которые случайно оказались на этом рейсе. И вот теперь внутри Flight HTML я могу добавить что-то вроде «давайте добавим H2 под названием «пассажиры». Где здесь я собираюсь зациклиться на пассажире в разделе «Пассажиры». Иди вперед и покажи этого пассажира. Просто распечатай этого пассажира внутри элемента списка. И в Django я могу сказать, что если список пуст, давайте просто создадим элемент списка с надписью «Пассажиров нет». Это означает, что в данный момент на этом рейсе никого нет. Так что теперь мой веб-сервер все еще работает. Я могу вернуться к рейсам. Вот все рейсы. И если я пойду на рейс 1, то теперь я увижу, что я рейс 1. Гарри Поттер — пассажир этого рейса. Но если я пойду на рейс 2, хорошо, на этом рейсе тоже нет пассажиров. И теперь меня немного раздражает, что мне пришлось делать все, используя URL-адрес здесь, чтобы иметь возможность переходить между страницами туда и обратно. Я мог бы ссылаться на эти страницы, если захочу. И я мог бы это сделать так. Давай на странице рейса добавим ссылку, ведущую на индекс URL, с надписью что-то вроде «назад к списку рейсов», может быть. Вот ссылка, которая ведет меня к просмотру индекса. И точно так же я могу перейти в индекс HTML. И для каждого из этих элементов списка, каждый из этих элементов списка действительно будет ссылкой, которая ссылается на URL-адрес конкретного рейса. А маршрут полета принимает в качестве параметра идентификатор рейса. И поэтому внутри этого URL-адреса замена здесь. Я могу указать использование Flight ID в качестве идентификатора рейса, который я хотел бы использовать здесь. И вот теперь я поместил каждый рейс в ссылку, которая выводит меня на маршрут полета. Но поскольку маршрут полета требует в качестве аргумента идентификатор рейса, я могу указать идентификатор рейса здесь. И теперь, если я вернусь в раздел «Рейсы», я увижу список рейсов, где каждый рейс фактически является ссылкой, которая может привести меня куда-то еще. И теперь я могу нажать на любую из этих ссылок, например, из Нью-Йорка в Париж, и это приведет меня на страницу рейса. Я могу нажать назад к списку рейсов, это приведет меня обратно к списку рейсов. Нажми на другой рейс и тоже перейди на этот рейс. Так что теперь я смог придумать такой способ связать эти страницы вместе, разместив ссылки на каждой из различных страниц, которые ведут меня и на какой-нибудь другой маршрут. И теперь я хотел бы в дополнение к отображению всех пассажиров на любом конкретном рейсе также предоставить себе возможность добавлять пассажиров на рейс. Что кажется разумным, что я, возможно, захочу сделать внутри этого веб-приложения. И как же мне это сделать? Ну а для того, чтобы это сделать, мне понадобится какой-нибудь новый маршрут, который позволит мне забронировать рейс для конкретного пассажира. И поэтому я пойду дальше и вернусь к URLs Py. И внутри URLs Py я добавлю новый путь, который будет int-flighted book. И int-flighted book позволит мне забронировать рейс по этому конкретному идентификатору рейса. На рейс 1, или на рейс 2, или на рейс 3 или так далее. Когда я это сделаю, мы перейдем к просмотру книг и назовем эту книгу. И вот теперь мне нужно реализовать просмотр книг. Так как же этот просмотр будет работать? Я собираюсь определить функцию под названием book, которая будет принимать в качестве аргумента не только запрос, но и идентификатор рейса. Первое, что я хочу, как и раньше, это получить идентификатор рейса. Но помни с самого начала, что есть несколько способов, которыми я могу запросить веб-страницу. Я могу запросить веб-страницу с помощью метода getRequest, что означает, что я просто хотел бы получить эту страницу. Или я могу запросить метод по почте, что означает, что я хотел бы отправить данные на страницу. И вообще говоря, в любое время, когда вы хотите манипулировать состоянием чего-либо, особенно манипулируя нашей базой данных, это должно быть внутри запроса пост. Я отправляю какую-то форму, какие-то данные. И в ответ на это сообщение ты должен манипулировать тем, что происходит внутри базы данных. Так что мы собираемся проверить, когда будет востребован этот книжный маршрут. Если метод запроса пост, то мы хотим выполнить какое-то действие. Рейс, о котором идет речь, будет просто flight. Objects. Get. Получи рейс, первичным ключом которого является этот идентификатор рейса. А затем, что я бы тоже хотел сделать, это связать его с формой. Когда кто-то отправляет эту форму, чтобы забронировать нового пассажира на рейс,
он должен сообщить мне, каково удостоверение личности пассажира. Какого пассажира я должен забронировать на рейс. Потому что это те две части информации, которые тебе нужно знать, чтобы действительно забронировать рейс. Тебе нужна информация о рейсе и пассажире. Давай пока предположим, что информация будет в файле request, post, а затем в квадратных скобках passenger. Это означает, что данные о том, какой идентификатор пассажира мы хотим зарегистрировать на этом рейсе, будут переданы через форму с полем ввода имени пассажира. Имя в любом конкретном поле ввода диктует, какое имя мы получим. Оно получается, когда маршрут, подобный этому книжному маршруту, способен обработать запрос пользователя. Так что мы пойдем дальше и воспользуемся этой информацией. И поскольку по умолчанию это может быть строка, давай преобразуем ее в целое число, просто чтобы убедиться, что мы имеем дело с целым числом. И позволь мне сказать, что пассажир, о котором идет речь, будет пассажиром. Объекты. Получить ПК равносильно всему этому. Так что теперь я сделал следующее. Если метод запроса post, то есть кто-то отправил эту форму с помощью метода запроса post, я первым делом отправляю flights, objects, get, чтобы получить конкретный рейс, дайте мне рейс с этим идентификатором рейса. И потом у меня будет пассажир. Какого пассажира я получу? У того, кто является ПК, их первичный ключ, иначе известный как идентификатор, равен тому, что было отправлено через эту почтовую форму с именем пассажира. И мы еще не создали эту форму, но мы сделаем это через мгновение. Теперь в конечном счете мы захотим добавить к этому еще несколько проверок ошибок. Например, что делать, если кто-то запросит пассажира, которого не существует, или рейс, которого тоже не существует. Так что здесь определенно есть какая-то проверка ошибок, которую нам, вероятно, следует провести здесь. Но для простоты давай пока просто предположим, что мы можем попасть на рейс и получить пассажира. Хорошо, а как нам получить доступ к рейсам пассажира? Я могу просто сказать пассажирские рейсы. И для того, чтобы добавить новый элемент в какой-нибудь набор, например, рейсы, я могу просто сказать пассажирские рейсы, добавить рейс. И это будет равносильно добавлению новой строки в таблицу отслеживания пассажиров этого рейса. Но самое приятное в абстракциях Django то, что мне не нужно беспокоиться об этих основных деталях. Мне не нужно беспокоиться о том, каковы структуры таблиц. Я могу мыслить на гораздо более высоком уровне и просто сказать: возьмите этого пассажира, возьмите его набор рейсов и продолжайте добавлять новый рейс к этому набору рейсов. И когда все это будет сказано и сделано, то, что я, вероятно, захочу сделать, это вернуть какой-нибудь редирект, который перенаправит пользователя обратно на страницу рейса. Так что мы пойдем дальше и вернем редирект HTTP ответа. По какому твоему URL-адресу я хотел бы их перенаправить? Ну что же, я бы хотел направить их по маршруту полета. И реверс опять же берет название конкретного вида и дает мне URL-адрес. И мы видели это в прошлый раз. А маршрут полета требует аргументации. Поэтому мне нужно передать в качестве аргумента идентификатор рейса. Поэтому мне нужно указать в маршруте полета идентификатор рейса, структурировать его в виде кортежа, и это перенаправит меня обратно на маршрут полета, чтобы я мог снова увидеть эту страницу рейса. А то, что мне нужно добавить здесь вверху, взято из Django. HTTP. Импортируй HTTP Response Redirect в дополнение к обратному импорту из Django. URLs. И поэтому мне также нужно будет добавить их, чтобы я мог перенаправить пользователя обратно на страницу рейса после того, как он закончит отправку формы. И реверс принимает название определенного вида, как определено в URLs. Py что-то вроде индекса рейса или книги и дает мне представление о том, каким должен быть фактический путь URL. И как мы говорили в прошлый раз, это полезно, чтобы мне не приходилось жестко кодировать URL-адреса в моем веб-приложении Django. Я могу просто ссылаться на URL-адреса по их названию. И если мне когда-нибудь понадобится изменить URL-адрес, я могу просто изменить его в одном месте в URLs. Py, и это изменение отразится и на всем остальном. Так что теперь следующее, что мне нужно сделать, это фактически создать эту форму. То, что у меня пока есть, это просто функция под названием book, которая ждет, когда на нее будет отправлен запрос на публикацию. И когда на него будет отправлен запрос на отправку, мы отправим эту форму и добавим рейс для этого конкретного пассажира. Но что я хотел бы сделать сейчас, так это фактически добавить эту форму. Так что я вернусь к шаблонам, перейду к flight HTML, и что я хотел бы добавить сюда, так это форму. Я пойду дальше и помечу ее буквой H2 под названием «Добавить пассажира». И мы создадим форму, действием которой будет URL-адрес книги. Так что мы собираемся перейти к книжному маршруту. И опять же, если мы вспомним книжный маршрут в URLs,
Пай-маршрут с книгой имен — это представление требует в качестве параметра некоторого идентификатора рейса. Поэтому мне нужно предоставить идентификатор рейса в качестве аргумента для того, на какой рейс я бронирую пассажира. И так уж получилось, что flight ID, потому что этот шаблон имеет доступ к переменной, называемой flight. Метод этой отправки опять же будет post. И вспомни, что всякий раз, когда у меня есть форма в Django, мне нужно предоставить ей токен CORF только для безопасности, чтобы убедиться, что Django знает, что это действительно это приложение, которое отправляет эту форму. Мы пойдем дальше и добавим выпадающий список, который вы можете создать в HTML, используя поле выбора. Имя этого поля выбора будет пассажир. И причина этого кроется внутри views. Когда я получаю пассажира, я ищу внутри почтовых данных, внутри request, пост, поле, имя которого пассажир. Именно так я бы хотел, чтобы этот раскрывающийся список назывался. А внутри раскрывающегося списка выбора у нас есть целая куча вариантов. Вариантов, из которых мы можем выбрать. И там будет один вариант для всех, кто не является пассажиром этого рейса. И как же мне привлечь всех, кто не является пассажиром этого рейса? Похоже, что прямо сейчас на странице рейса есть доступ только к реальным пассажирам, и пока нет доступа к людям, которые не являются пассажирами рейса. Похоже, мне нужно добавить какой-то дополнительный контекст в этот шаблон. Дополнительная информация, к которой мы хотим получить доступ. Так что я пойду дальше и предоставлю этому рейсу доступ к дополнительной информации, которую мы будем называть не пассажирами. Для людей, которые не находятся на рейсе. А как нам быть, если я не пассажир? Ну, точно так же, как я мог бы сказать passenger. Objects. Filter, чтобы получать только пассажиров, соответствующих определенному запросу. В Django также есть способ сказать passenger. Objects. Exclude, чтобы исключить пассажиров, удовлетворяющих определенному запросу. Поэтому я хочу исключить пассажиров, у которых этот рейс является одним из их рейсов. Так что же это на самом деле значит? Ну, это означает, что когда я оказываю flight HTML, есть пара фрагментов информации, которые у него должны быть. Ему нужно знать, какой рейс отображается. Ему нужно знать, кто находится на этом рейсе, кто пассажиры. Но если мне нужен выпадающий список, в котором я могу выбрать из всех людей, которые еще не на рейсе, например, я хотел бы зарегистрировать вас на рейс, что же? Мне также нужны все непассажиры. Все пассажиры, кроме тех, кто уже в полете, и поймите меня правильно, вот о чем это все говорит. И таким образом, используя это, у меня теперь есть доступ к этой переменной, называемой непассажиры, которую я могу использовать при создании этой страницы. Так что возвращайся flight HTML, я могу сказать, что для каждого пассажира, не являющегося пассажиром, позвольте мне создать вариант, из которого я могу выбрать. И значением параметра будет идентификатор пассажира. Потому что в конечном счете, когда я отправляю форму, меня волнует то, каков идентификатор этого пассажира, которого я выбрал из этого выпадающего списка. Но, конечно, пользователь, который смотрит на эту страницу, не хочет видеть идентификаторы людей. Они хотят видеть имена людей. Поэтому внутри тега опции мы просто распечатаем имя пассажира. И через мгновение мы увидим, как все это на самом деле выглядит с точки зрения HTML. Так что теперь, когда я создал эту форму, мне также нужно будет внизу добавить ввод типа «Отправить», чтобы позволить себе отправить эту форму. Давай теперь попробуем запустить это приложение. Похоже, там небольшая ошибка, где я сказал view. Book вместо views. Views — это имя модуля, так как он находится в файле под названием views. А теперь, похоже, мой сервер работает нормально. Я могу вернуться к полетам. Позволь мне сесть на один из рейсов, например, из Нью-Йорка в Лондон, рейс номер 1. И все в порядке. Ошибка в названии. Имя пассажира не определено. Вот как Django отображает мне ошибки, возникающие в моем коде Python. Похоже, это просто означает, что внутри Waves я имею в виду пассажира, но я никогда его не импортировал. Так что наверху я пойду дальше и импортирую еще и пассажира. Теперь, похоже, мое веб-приложение работает нормально. Так что теперь, надеюсь, я обновлю эту страницу и увижу информацию о рейсе. Я увижу пассажиров. И я также внизу теперь вижу раздел «Добавить пассажира» с выпадающим списком, где я могу нажать на него и посмотреть. Хорошо, вот 3 человека, которых еще нет на этом рейсе. И поэтому, если я хочу добавить Дженни Уизли на этот рейс, я могу нажать Дженни Уизли, нажать «Отправить», и это отправит форму. И я буду перенаправлен обратно на ту же страницу рейса. Теперь Гарри и Дженни оба летят этим рейсом. И в списке «Добавить пассажира» я вижу Рона и Гермиону в качестве вариантов для меня.
И поэтому, используя модели Django, я смог очень быстро создать достаточно сложное приложение. Приложение, в котором есть модели, которое отображает мне эту информацию и позволяет мне манипулировать этими данными. И эти данные в конечном счете хранятся внутри базы данных SQL. И одна из больших возможностей Django, которую он действительно дает мне, это интерфейс администратора, на который мне обычно, возможно, пришлось бы потратить много времени, разрабатывая веб-интерфейс, который просто позволь мне делать такие вещи, как взять какого-нибудь человека и обновить его имя, на каких рейсах он летает, а также возможность очень быстро добавлять, удалять и редактировать модели. Это то, что в веб-приложении может занять довольно много времени, чтобы иметь возможность создавать из мальчик поцарапай. Но Django, к счастью, дает мне все это право. И этот интерфейс администратора, несмотря на то, что он разработан Django, он очень настраиваемый с точки зрения того, что я могу делать в этом интерфейсе администратора, если я хочу манипулировать им определенным образом, чтобы добавить к нему дополнительные функции. Итак, мы увидим пару кратких примеров этого. Если я углублюсь в админ Py, вот моя конфигурация для интерфейса администратора Django. И я могу сказать, что я хотел бы настроить интерфейс администратора определенным образом, чтобы, например, во время полета по умолчанию я видел только отправление и пункт назначения рейса. Если я хочу увидеть больше информации о рейсе, я могу сказать: продолжайте и дайте мне класс под названием администратор полета, который будет подклассом администратор модели, где я могу указать любые конкретные настройки, которые я хочу применить к отображению страницы администратора рейса. Так что я могу, и все это задокументировано на веб-сайте Django. И тебе просто нужно прочитать это, чтобы узнать, какие параметры конфигурации тебе доступны. Но я могу сказать, что на дисплее списка, когда ты перечисляешь все рейсы и показываешь их мне, к какому полю у меня должен быть доступ. Ну давай, покажи мне что-нибудь вроде места отправления, пункта назначения и продолжительности. И может быть также покажи мне удостоверение личности, например. Поэтому я хочу видеть всю эту информацию при загрузке рейса. И когда я зарегистрирую рейс, я скажу «зарегистрирую этот рейс», но при этом использую настройки администратора рейса. Чтобы я мог уточнить, я хотел бы использовать именно эти настройки при просмотре интерфейса администратора. И теперь, если я вернусь назад, продолжу и нажму на рейсы, то теперь в этом списке отобразятся, в то время как раньше я видел только идентификаторы, отправления и пункты назначения. Теперь я могу настроить его так, чтобы он показывал мне все идентификаторы, отправления и пункты назначения, а также продолжительность. Я смог настроить этот дисплей так, чтобы он работал так, как мне бы хотелось. И есть другие конфигурации, которые ты тоже можешь сделать. Один из них, который мне очень нравится использовать, это если я хочу обновить своего администратора пассажира, поэтому когда я редактирую пассажира. У вас может быть специальный способ манипулирования отношениями многие ко многим внутри атрибута, называемого фильтром по горизонтали. А если я использую горизонтальный фильтр на рейсах, это просто немного упростит манипулирование рейсами, на которых находится пассажир. И опять же, конкретный синтаксис этого не так важен, как идея о том, что все это просто настраиваемые параметры, задокументированные Django, на которые вы можете посмотреть, чтобы увидеть, как настроить интерфейс администратора так, чтобы он работал именно так, как вы хотите. И вот теперь, если я вернусь домой и зайду в раздел «Пассажиры» и, может быть, нажму на такого пассажира, как Гарри Поттер, я теперь увижу этот горизонтальный фильтр, который является очень хорошим способом манипулировать рейсами, на которых находится человек. Я вижу слева список их доступных рейсов, к которым я мог бы их добавить. Справа список выбранных ими рейсов. Рейсы, на которых они уже летают. И мне становится очень легко просто сесть на рейс и дважды щелкнуть по нему, чтобы переместить его с доступного рейса на рейс, на котором они летят, и наоборот. Просто очень быстро удается контролировать эти модели и манипулировать ими. И это все то, что Django просто дает тебе прямо из коробки. Так что теперь Django предоставил нам множество возможностей. Возможность очень лаконично представлять модели. Метод миграции, позволяющий очень быстро применить эти изменения к нашей базе данных. И последнее, на что мы рассмотрим, это идея аутентификации. На многих веб-сайтах нам нужен какой-то метод аутентификации. Какая-то возможность для пользователей входить в систему и выходить из нее. Чтобы Django помнил, кем является конкретный пользователь. И что мы собираемся сейчас сделать, так это представить приложение, которое позволяет нам взаимодействовать с этим методом аутентификации. Потому что в Django есть целая куча функций аутентификации, встроенных прямо в фреймворк, которыми мы можем воспользоваться. Чтобы нам не нужно было переписывать всю логику того, как вы входите в систему, и что это значит представлять пользователя. Django сделал для нас очень много из этого. Так что мы пойдем дальше и создадим приложение, чтобы сделать это прямо сейчас. Хорошо, так что давай вернемся к моему терминалу прямо сейчас. А теперь у меня есть проект авиакомпании, внутри которого есть одно приложение, называемое рейсы. И теперь я хотел бы создать еще одно приложение, которое будет поддерживать пользователей внутри этого приложения. Так что я пойду дальше и запущу Python Manage. Запустите приложение для пользователей. Это будет просто приложение, которое позволит мне представлять пользователей. Как и раньше, когда я создам новое приложение, мне нужно будет войти в Settings. Py. Добавь пользователей в качестве одного из установленных приложений внутри этого проекта.
И я перейду к URLs. Пай сказать, что я бы также хотел, чтобы когда я перейду к пользователям, мы включили uses. URLs. То есть все URL-адреса, которые связаны с приложением моего пользователя. Теперь мне нужно будет фактически создать эти URL-адреса. Так что я пойду дальше и зайду в свое приложение для пользователей, создам новый файл под названием URLs, файл внутри которого то же самое, что мы обычно видим внутри этих файлов URL-адресов. Мне нужно импортировать путь, импортировать свои представления, а затем определить некоторые шаблоны URL-адресов. Здесь я хотел бы определить один путь, который приведет меня к views. Индекс. И мы назовем его индексом. Затем я создам другой путь, который приведет меня к входу в систему, называемый login view. И имя будет login. И у нас будет еще один путь, называемый lockout, для функции, называемой lockout view, которая будет связана с ней. Так что у нас фактически будет три разных маршрута. Один основной индексный маршрут, который просто будет отображать информацию о текущем пользователе, вошедшем в систему. Один маршрут для входа кого-то в систему, форма, в которой будет отображаться место, где они могут ввести имя пользователя и пароль для входа в систему. А затем один маршрут, позволяющий пользователям также выходить из этого приложения. Так что давай прямо сейчас пойдем дальше и фактически напишем эти функции. Нам нужна одна функция, называемая индексом, одна функция, называемая представлением входа в систему, одна функция, называемая представлением выхода из системы. Так что мы перейдем к views. И мы начнем с индекса. Так что же нужно делать функции индекса? Она будет отображать информацию о текущем пользователе, вошедшем в систему. Я вхожу на этот веб-сайт, а затем мне открывается индексная страница. Потому что если мы думаем об этом программно, нам сначала нужно подумать о том, что должно произойти, если кто-то попытается получить доступ к этой странице. Но он не прошел проверку подлинности. Как мы вообще это узнаем и что нам делать в такой ситуации? Ну, скажем, если не запрос. User из подчеркивания authenticated. Объект запроса, который передается как часть запроса каждому пользователю в Django, автоматически имеет связанный с ним атрибут пользователя. И этот объект пользователя имеет атрибут isAuthenticated, который сообщает нам, вошел ли пользователь в систему или нет. Если они не вошли в систему, мы продолжим, и HTTP ответ перенаправит их на просмотр журнала. И для того, чтобы это сработало, мне нужно будет из Django HTTP импортировать HTTP Response Redirect. И точно так же из Django URLs давайте продолжим и импортируем reverse. Так что если пользователь не прошел проверку подлинности, то мы собираемся перенаправить его в представление журнала, где что будет делать представление журнала. Хорошо, пока что представление журнала, давайте просто продолжим и визуализируем uses login HTML. Какая-нибудь форма, где пользователь может войти в систему. Нам нужно будет создать несколько шаблонов. Я создам папку шаблонов, внутри которой будет папка пользователя, внутри которой мы просто создадим базовый макет, как мы уже делали несколько раз. Это опять же будет общая структура страниц в этом приложении. Заголовок будет пользователи, а в теле будет просто блок под названием тело, который я позже смогу заполнить другим контентом. И теперь, когда у меня есть этот HTML-макет, я могу продолжить и создать новый файл под названием login. HTML, где login. HTML будет распространяться user layout. HTML. А внутри блока тела я могу просто отобразить в HTML-форме. Чтобы я мог сказать что-то вроде «Я бы хотел, чтобы была форма действия, которой при отправке на форум», давайте продолжим и все равно перейдем по URL-адресу входа в систему. Но давайте сделаем это с помощью метода постзапроса. Еще раз повторяю, я вхожу в систему, я отправляю форму. Как правило, когда ты это делаешь, ты хочешь отправить данные формы по почте, особенно в случае имени пользователя и пароля. Потому что если вы делаете что-то подобное, вы не хотите, чтобы имя пользователя и пароль передавались в качестве параметров get, потому что они отображаются в URL-адресе. В нашей форме, как и раньше, будет наш токен CORF для обеспечения безопасности. И введите тип текста, имя пользователя, и просто для удобства пользователя давайте добавим в него заполнитель имени пользователя, чтобы пользователь знал, что нужно ввести здесь свое имя пользователя. У нас также будет ввод, тип которого пароль, имя которого также является паролем, и когда тип ввода пароль, это просто означает, что наш HTML-код будет знать в браузере, что Chrome, Safari или что-то еще будет знать, чтобы показать пароль в виде точек, а не в виде символов. И мы дадим этому заполнителю пароль. А затем ввод типа submit, значение которого равно входу в систему.
Так что теперь у нас есть возможность войти в систему. Так что если мы продолжим и запустим эту программу Python Manage, запустив сервер, мы должны увидеть пользователей. Views не имеет атрибута lag в представлении. Хорошо, похоже, я вызвал эту функцию lag in request. На самом деле это должно называться lag in view. И мне также понадобится функция, называемая lag out view. Но я еще не реализовал ее. Так что я просто скажу pass на данный момент, но я вернусь к этому позже, чтобы реализовать режим выхода из системы. Хорошо, похоже, мой веб-сервер сейчас работает. И прежде чем я перейду на страницу входа в систему, давай я сначала вернусь на страницу администратора и просто создам несколько пользователей. Я могу зайти в раздел пользователя, а затем добавить, и давайте добавим пользователя. Имя пользователя будет Гарри, например. И мы дадим Гарри пароль. И мы сохраним его и добавим еще один. Давай добавим, может быть, еще и Рона. Давай добавим его. Мы пойдем дальше и сохраним это. И эти пользователи, у них может быть дополнительная информация, связанная с ними. Я могу дать Рону имя, такое как Рон Уизли, ronwesley@example.com, это его адрес электронной почты. Есть куча полей по умолчанию, которые Django предоставляет вам для манипулирования пользователями. И ты можешь взять этих пользователей и добавить их в эти поля, если я захочу, указав им имя, фамилию, адрес электронной почты и еще много чего. И вы также можете настроить эти поля. Если вы хотите добавить пользовательские поля, которые вы хотели бы отслеживать в отношении ваших отдельных пользователей. И я выйду из системы Django админ прямо сейчас, потому что мне это больше не нужно. Но теперь, если я зайду в раздел пользователи, я не пройду проверку подлинности. Так что я вижу форму входа в систему, которая выглядит примерно так. Место, где я могу ввести имя пользователя и пароль. И, конечно же, я мог бы ввести имя пользователя и пароль Гарри. Но я еще не внедрил обработку этих данных. Так что давай сделаем это прямо сейчас. Мы продолжим и вернемся к Views. Py. В режиме просмотра журнала есть два способа вызова функции просмотра журнала. Один из них с помощью метода getRequest, то есть просто покажи мне форму входа в систему. И один с помощью post, также отправь данные в форму входа в систему. Так что если метод запроса post, что же? Тогда позволь мне сначала получить имя пользователя, которое будет внутри данных post в поле, называемом имя пользователя. А позволь мне получить пароль, который будет указан в поле запроса. Опубликуй внутри пароля. А теперь я хотел бы попробовать аутентифицировать этого пользователя. И как мне это сделать? Оказывается, есть пара функций, которые дал мне Django, которые я могу импортировать. Так что из Django. Contrib. От авторизация для аутентификации. Я собираюсь импортировать три функции, которые мы в конечном счете будем использовать. Одна из них аутентификация, которая проверяет правильность имени пользователя и пароля. Одна называется вход, другая выход. И теперь я могу использовать эти функции внутри этого журнала, который виден здесь. После того, как я получу имя пользователя и пароль, я бы хотел аутентифицировать пользователя. Проверь, верны ли имя пользователя и пароль. Так что я пойду дальше и скажу, что пользователь равен запросу на аутентификацию, имя пользователя равно имени пользователя, пароль равен паролю. И поэтому аутентификация — это функция. Просто принимай запрос, вводи имя пользователя, вводи пароль, и если имя пользователя и пароль действительны, они возвращают мне, кто этот пользователь на самом деле. И пока пользователь не является никем, это означает, что аутентификация прошла успешно, и я могу продолжить и войти в систему пользователя. Как мне войти в систему пользователя? Я использую функцию входа в систему, которую дает мне Django. Войди в систему с этим запросом, этот пользователь. И теперь я могу пойти дальше и перенаправить их. Express перенаправляет пользователя обратно на индексный маршрут. Возвращайся к исходному маршруту, с которого начинал пользователь. И это в том случае, если пользователь не является никем. Если аутентификация прошла успешно. Но в противном случае, если аутентификация не удалась, что мне делать? Хорошо, давай я продолжу и снова отрисоваю ту же страницу входа пользователя. Но позволь мне добавить немного дополнительного контекста. Контекстом будет сообщение о недопустимых учетных данных. И теперь внутри Login HTML я могу просто добавить некоторую логику, которая гласит: если есть сообщение, то продолжайте, отобразите это сообщение внутри div, а затем enddiv, чтобы закончить это. Так что если есть сообщение, мы увидим его напечатанным. В противном случае мы его вообще не увидим. Так что теперь, если я продолжу и обновлю страницу входа в систему, похоже, ничего не изменилось. Но давай предположим, что я веду несуществующее имя пользователя. Гермиона и какой-нибудь пароль, и я войду в систему. Ну а потом я получу это сообщение об ошибке. Неверные учетные данные. Мы не смогли войти в систему пользователя. Так что же произойдет, если мы все-таки успешно войдем в систему? Ну что же, тогда пользователь попадет на этот индексный маршрут. И похоже, теперь нам нужно закончить этот индексный маршрут. Что делает индексный маршрут? Хорошо, давай продолжим и вернем рендеринг шаблона, называемого user HTML. И внутри user HTML мы пойдем дальше и отобразим некоторую информацию о пользователе. Мы все равно расширим пользователь макет, потому что мы собираемся использовать тот же базовый макет. Но в основной части этой страницы информация, которую я хочу показать,
если я хочу сказать «добро пожаловать», а затем Гарри, «добро пожаловать», Рон или кем бы там ни был пользователь. И оказывается, что внутри шаблонов Django у меня есть доступ к запросу, который был использован для создания этого HTTP запроса, а это значит, что у меня также есть доступ к request user, который является пользователем, связанным с этим запросом. А если у пользователя есть имя, я могу получить доступ к request user first name. И в дополнение к этому я могу отобразить другую информацию. Может быть их имя пользователя request user username, и может быть их адрес электронной почты request user email, и поэтому я могу показать информацию о пользователе о них. Так что если Гарри войдет в систему, например, я войду в систему как Гарри, войду с учетными данными Гарри, нажму «Войти». Ну тогда Гарри увидит страницу с надписью «Добро пожаловать, Гарри». Гарри вошел в систему. Это запрос пользователя. И используя эту информацию, мы можем получить доступ к имени пользователя и электронной почте, а также просто зайдя в свойства запроса пользователя. Теперь последнее, что нам нужно добавить, чего еще не существует. Это способ фактического выхода пользователя из системы. И оказывается, что так же, как у Django есть функция входа в систему, у Django также есть функция выхода из системы, которая обрабатывает выход из системы для нас. Поэтому нам не нужно реализовывать ее самостоятельно. Значит, все, что нужно сделать нашему представлению выхода из системы, это вызвать эту функцию выхода, а затем выяснить, куда должен идти пользователь после того, как он вышел из системы. И знаешь что, давай продолжим и вернем его на страницу входа с сообщением о выходе из системы, чтобы указать, что пользователь уже вышел из системы. Тогда в user HTML мы пойдем дальше и добавим ссылку, которая приведет к выходу из системы, на которой просто будет написано, например, «Выйдите из системы». Так что теперь, когда Гарри возвращается на страницу Гарри, Гарри видит URL-адрес с надписью «Выйдите из системы». Если Гарри нажмет «Выйти», Гарри выйдет из системы и вернется на эту страницу, потому что теперь запрос user с аутентикат будет ложным, а аутентифицированного пользователя нет. И поэтому теперь они видят только страницу входа по умолчанию. И если бы сейчас Рон вошел в систему, например, используя имя пользователя Рона и пароль Рона при входе в систему, то Рон теперь тоже видит информацию, связанную с ним. Так что Django дает нам многое из коробки. Дает нам возможность представлять эти модели в интерфейсе администратора, чтобы иметь возможность манипулировать ими. Система миграции, которая позволяет нам очень быстро вносить изменения в наши модели и применять их к нашей базе данных. А также встроенная система аутентификации пользователей. Система, которая позволяет нам очень быстро предоставлять пользователям возможность входить в систему и выходить из нее также из нашего веб-приложения. Так что все это функции, которые просто помогают сделать так, чтобы мы могли очень быстро использовать преимущества таких вещей, как SQL, модели и миграции, для создания динамичных, интересных веб-приложений с данными для их резервного копирования. Это было веб-программирование на Python и JavaScript. Мы увидимся в следующий раз.